Вы слышите эти взрывы? Страшно? Это звуки с телефона героини, которая находилась в Киевской области более 2 недель. А теперь представьте, что чувствуют люди, которые днями, неделями, месяцами прячутся в своих домах. Без шансов на эвакуацию, без связи с внешним миром, без надежды спастись. В этом видео вы увидите истории разных женщин, которые в первый день войны оказались у себя дома, в Киевской области. Они не знакомы между собой и не знают, что я задавала одинаковые вопросы каждой из них. В видео вы увидите фото и видеофиксацию тех зверств, которые творила российская армия. Надеюсь, что после просмотра этого видео у вас язык не повернется сказать «не все так однозначно». Где вы были утром 24 февраля? Утром 24 февраля я была дома. Мы живем недалеко от аэропорта Гостомель. Ну, это от нашего дома где-то 3 километра. Утром в 5 часов утра прогремели взрывы. Где-то в 5:15, по-моему, был первый взрыв, потом второй. От чего я проснулась, потому что у нас задрожали стены и задрожало окошко. И мы испугались, и я проснулась. Разбудила мужа и говорю, что это? А он говорит, походу, это большие взрывы. Мы еще не поняли, что это война. Мы побежали, включили, у нас двухэтажный дом. Мы включили на первом этаже сразу телевизор, чтобы послушать прессу. Сразу понять, есть какие-то новости, это война или просто какой-то взрыв, или какие-то... Мы не могли понять, что происходит. Включили телевизор, и где-то через 15 минут мы слушали, через 15 минут начали выступать журналисты, экстренное сообщение о том, что началась война. Мы услышали, и просто мы сели, мы не знали, что делать. Муж сказал, наверное, так, собирай вещи, на всякий случай в какую-то одну сумку, самые необходимые, например, документы. У нас 4 машины было наших. И говорит, я поеду заправлю, потому что ни одна с машин не была заправлена. Достаточно много, чтобы ехать, потому что у нас машины большие, у них расход топлива большой. Он поехал в Бучу, потому что мы от Бучи, самый ближайший город у нас Буча, мы от Бучи живем 10 километров. Он приехал туда, там были большие очереди, то есть люди уже за это время тоже начали собираться, заправляться. И у нас возле Гостомельского аэропорта тоже есть заправка. Он приехал туда, там тоже огроменная была очередь. Он поехал в Бучу с надеждой того, что там несколько их, и где-то он заправится. Он приехал, увидел эти километровые очереди, понял, что ничего у него не получится, и начал возвращаться обратно домой. Поехал домой, чтобы... говорит, давай будем как-то собираться, будем уезжать, потому что заправиться невозможно, будем ехать по Варшавке, будем ехать куда ехать, а там будем видеть, как заправляться. Я начала собирать вещи немножко, самые такие необходимые. И пока он доехал, прошло часа полтора, наверное, потому что образовались в Буче пробки. Он поездил по нескольким заправкам, образовались пробки, и он ехал очень долго домой. Приехал, говорит, давай подождем этот ажиотаж, сейчас чуть-чуть спадет ажиотаж, и будем пробовать еще раз ездить, заправляться, уже все вместе выедем. И в это время началась очень сильная большая перестрелка, где-то через часа, наверное, 3 или 4, вот так вот, пока он вернулся, то есть прошла часа 3-4, и началось взрывы большие, началась перестрелка и так дальше. То есть там стреляли, взрывались, мы вообще в таком шоке были, мы не могли понять, что происходит. Вертолеты начали летать, очень много вертолетов начало летать над нашим коттеджным городком, и настолько низко, что они даже, такое ощущение, что мы живем в лесу, такой лес, у нас деревья, они прям касались деревьев,
настолько низко и страшно было, их было очень много. Мы увидели, как сбили один вертолет совсем близко возле нас. Мы видели, как он упал. Мы видели, как все загорелось, был дым. И Сережа говорит, очень опасно выезжать. Мы, получается, живем, коттеджный городок наш расположен так, что от нас выезд из ворот, поворот налево — это на Бородянку, прямо — это на Гостомель, и направо — это на Бучу. Все, у нас дороги больше нет. И он говорит, это очень опасно сейчас выезжать, я даже не знаю, что делать. Мы пока связь была, телевизор мы смотрели, новости мы видели, мы решили пока не ехать никуда, сейчас подождать, что будет, потому что испугались. У нас были тоже соседи, которые остались, 1, 2, 3, 4, 5 домиков, 6 домиков, которые остались. Мы были... как поговорили, что мы остаемся, пока будем смотреть, как получится. Думали, может, это недолго, потому что ехать было страшно. Были взрывы, были перестрелки, ехать было очень страшно. Мы думали, мы переночуем, ажиотаж спадет, потому что уже потом еще раз Сережа выехал к ближайшей заправке в Гостомеле, в самом Гостомеле, там тоже в Гостомеле, который возле аэропорта. И он уже увидел, что заправка закрыта. То есть там она закрыта, он говорит, не получится топливом заправиться. Он уже вернулся и говорит, все, никуда не дергаемся, будем ехать 25 числа, завтра. Я говорю, хорошо. Мы вроде как и на поготове были, взяли, в сумку я положила такие самые необходимые вещи, ближайшие, то есть не думая ни о чем, что вот сейчас мы отъедем, потом вернемся. И получается, что 25 числа уже где-то утром мы уже поняли, что выезжать нам ни в коем случае нельзя, потому что там по нашей трассе со стороны Бородянки в сторону Гостомеля уже поехала техника военная, танки с буквой V. Естественно, был еще интернет. Мы в интернете прочитали, то есть мы поняли, что это русские, потому что Сережа прочитал, где-то нашел информацию, говорит, Наташа, это не наши, то есть не стоит вообще даже дергаться, потому машины постоянно с 24 числа ехали вдоль этой трассы со стороны Бучи в сторону Бородянки, и мы видели, как поток машин большой ехал, но когда заехали танки, машины прекратили ехать, то есть уже наших машин, они не ехали в сторону Варшавской трассы через Бородянку, и где-то машин 10, может, они пропустили, и все, после этого машины не ехали. И Сергей сказал, это теперь уже вообще нельзя ехать. Мы проснулись от телефонного звонка друга со словами очень спокойными. Он сказал, друже, собирайся, началось. И это был звонок от того человека, которого я знала, что если он звонит, то, значит, что-то произошло очень плохое. Это было около 5:20, где-то так, я точно не скажу сейчас время. И никто не мог нам дозвониться. Как-то была или связь плохая, или что-то такое произошло, потому что мне начали писать в различные соцсети, а именно позвонить по мобильной связи никто не мог. И он дозвонился. И муж был в панике, он не мог собраться, объяснить мне, он просто вскочил, слушал, что он говорит. Я постоянно задавала вопросы, что происходит, хотя я примерно поняла, о чем он говорит, по причине того, что эти вопросы поднимались довольно-таки часто в последнее время. Я начала быстро собирать вещи. Все, что я могла оценить как самое ценное, я начала сбрасывать в чемоданы, начала искать все, что нужно взять для собаки, потому что это тоже приоритет, для меня один из первых. Муж убежал подогнать машины ближе к парадному. И мы начали ехать, обзванивать всех родственников, принимать какие-то решения, что мы делаем. Наша бабушка моего мужа, находилась в селе Миродское. Это как раз-таки сразу за Бучей, Гостомель и Немешаево. Все это посредине, внутри.
И понятное дело, что она взрослый пожилой человек. Нам нужно ехать все к ней, всей семьей, и дальше выезжать на запад Украины или туда, куда бы мы считали более безопасным. Мы сгрузили все вещи, что смогли, и начали очень быстро ехать 2 машинами. Всех обзванивать. Я позвонила своей маме, сказала ей, что выезжаем, мы будем все двигаться. И мама сказала: дай мне время. И для меня это шоковая ситуация, потому что мне нужно максимально понимать, что мои люди в безопасности. А когда мы уже выезжали и ехали в сторону бабушки, уже устанавливались блокпосты, и это звук сирены, который я никогда в жизни не слышала, он вводил меня в такую панику, что я не понимала. То есть до последнего я не осознавала, не понимала, что это вообще возможно. А как было? Сначала десант высадился в Гостомеле, и они же не сразу зашли в Бучу. Нет, смотри, мы приехали, получается, к обеду и ждали родственников. Мы уже слышали шум. То есть мы не понимали, откуда он, что это. Когда съехались все к вечеру, мы приняли решение, что двигаться нужно точно в световой день. И мы всю ночь слушали новости, изучали вообще маршрут, как мы будем это все делать. Я все-таки еще надеялась, что моя мама сможет доехать к нам, и мы ее тоже хотели подождать. И вот за этот день уже начались активные боевые действия. То есть уже над нашим домом очень низко летели вертолеты. Мы сначала не понимали, чьи они, потому что техника, которая там двигалась, которую мы уже видели, она была со знаком В, и мы не знали, что это. То есть мы не то, что не интересуемся, а как-то эта тема, знаешь, военная, она всегда от нас далека была. Это такое состояние, когда ты надеешься, сейчас они решат, сейчас все успокоится. Мы очень в это верили, и я очень сильно переживала за маму, потому что она взрослая женщина, она осталась одна в доме. И у меня была паника, я хотела, чтобы она двигалась с нами. Поэтому вот этот вот момент, и бабушка взрослая, которая, как и многие люди, я это слышу от своих знакомых, уперлась и говорит, что я не покину дом, они сюда не придут, они не зайдут, давайте останемся. То есть ее дом — это все, что у нее было, это вся их жизнь. Когда вы поняли, что вам не удастся выехать? На следующий день мы легли отдыхать, спать, и в 5 утра уже начались сильные взрывы вокруг нашего дома. Мы уже связались через Бучу, через мэрию, с территориальной обороной. Нам уже объяснили, что происходит вокруг. Плюс у нас высокий 3-этажный дом, с которого мы увидели, что вокруг нас полностью российская техника. Мы все это видим, потому что 500 метров от нас уже был первый пост и огромное количество техники. И мы понимали, что все, мы не можем выехать. И у нас начала пропадать связь. Ее постоянно глушили, или, я не знаю, почему она пропадала, не могу точно сказать. Соответственно, мы поднимались через 3-й этаж на крышу, чтобы словить хотя бы ешку, отписать там сообщение, узнать, что происходит. И, конечно же, пропало электричество, поэтому, слава богу, у нас был запасной генератор, который мы подключили для того, чтобы, с пониманием того, что у нас мало, солярки этой, которая необходима для него. Мы начали экономить, потому что выехать, купить что-то уже было нереально. И нам нужно было сохранять электричество, на котором мы должны были приготовить, зарядить телефоны, посмотреть новости, потому что в какой-то момент, буквально 2 дня, мы даже не 2 дня, это сутки, мы были полностью уже отрезаны от мира, и мы не знали, что происходит. Написали там кому-то сообщение, что идут переговоры. Мы, пожалуйста, сделайте что-то на этих переговорах. Мы всегда не теряли надежды, мы всегда надеялись, что сейчас они переговорят, и все будет хорошо. Сколько дней вы провели в Буче? В общем счете мы провели 14 дней. На
третий день нам подъехал танк, или третий, или четвертый, я уже могу ошибаться. Подъехал танк и выстрелил в дом, и мы уже лишились стен. Поэтому мы уже полностью спустились в подвал. У нас упала температура в доме. Мы остались без света, без воды, потому что были повреждены трубы, и у нас полностью от электричества работают все насосы, все. Мы уже спустились вниз. І з того моменту ми почти не піднімалися. 24-го я була вдома, і о 5-й ранку мамі зателефонували на телефон, ми разом живемо. І знайомі сказали, що я взагалі погано пам'ятаю все, але пам'ятаю тільки, що я прокинулась від того, що мама перепитує, почалась. І в мене в голові таке, ми напередодні про це розмовляли, і в мене в голові таке зразу спливає, почалась війна. І я думаю, 5-та ранку була, це сон. Щас я закрию очі, я ще була, захворіла дуже сильно, тому що закрию очі, напевно, марю. І коли мама мене через 5 хвилин будить і каже, що збирайся, треба збирати документи, треба щось робити, треба тебе відправити десь в село, напевно, того, що по її даним, по її словам, вона каже, що через 3 години можуть бути тут. Коли я побачила вже в районі Гостомеля спалахи, я ще, я дивлюсь на ці спалахи в небі, ще темно було, і думаю, як в фільмі. Не було відчуття реальності, напевне, до обіду точно. Ми живемо не в Бучі, ми живемо в Михайлівці Рубежівки, це біля Бучі, недалеко, 15 хвилин від Бучі, може так. І спочатку я певна, що залишиться того, що це ж дім, де тебе ждуть. І взагалі мама сказала, що в нас немає грошей, куди їхати. Куди ми будемо їхати, якщо в нас 2000. І я така, добре, я ще й захворіла, пересиджу вдома. Але мама поїхала на роботу. Вранці її викликали, вона на добу заступала. І її викликали, вона поїхала на роботу. Я їй кажу, мам, яка робота? Війна, залишайся вдома. А вона каже, да ні, треба ж відпрацювати. Я відпрацюю і повернусь вранці. І потім вже в обід я спокійно пішла в магазин, закупилася всім, що треба було. І в обід, коли у нас виходить так, що Гостомель не зовсім близько, не поряд, але, якщо на літаку, то дуже близько. І оці літаки, які летіли бомбить Гостомель, вони знижуються над хатою. І от коли ці літаки знижувались над хатою, стало перший раз страшно так, як я не відчувала до того. І я вирішила, що мені треба шукати укриття, того, що в мене вдома, наприклад, і в сусідів не було де сховатися від бомби чи від пострілів. Тому я поїхала до подруги, і уже в подруги в неї був підвал, і ми там сиділи. А где в это время оставалась мама? На роботі. То есть она была на работе, и она даже не думала выезжать, да? Ні, того, що бомбили тільки Гостомель, а вона, виходить, працювала в епіцентрі, і епіцентр знаходиться те, що на Берковецькій, тобто між Гостомелем і Києвом. Вона думала, що після зміни вона приїде додому і буде вирішувати, що нам з нею робити, того, що я ж повторююсь. Вона сказала, в нас грошей нема куди стікати, ми будемо залишатися тут. Але потім вона мені написала, що, Олі, я залишаюсь на другу зміну, того, що нам сказало начальство працювати в другу зміну. А я кажу, мам, яка зміна? Ти що, я з нею ще посварилась сильно, того, що я їй питалась перебороти якось словесно, що, яка друга зміна, ти і так вийшла на зміну. Що вони собі думають? Мені було дуже тяжко того розуміння, що
Вони поставили другу зміну, того що іншій людині не буде як доїхати на зміну. А те, що почалась війна і треба, в принципі, не викликати людей на роботу. Вони не подумали. І мама каже, я залишаюсь на другу зміну, того що начальство сказало, ми будемо тепер працювати по 2 зміни. Мама работает в эпицентре. После смены куда она дальше поехала? Після зміни вона залишилась на другу зміну. А после? А після почався обстріл близько Києву, біля них. І вона вже не змогла виїхати. Вона сиділа з іншими співробітниками в епіцентрі. Вони сиділи десь там близько неділі. Не могли виїхати не в сторону Києва, не в сторону нашого дому в село, того що з усіх боків вони йшли. Тобто вони навіть не знали, звідки йдуть, того що тоді почали відключати зв'язок, почали блокувати. І люди мало писали тоді в перші дні про те, де вони знаходяться, яка обстановка, того що вони самі, хтось тікав, хтось робив запаси якісь. Тобто вони не були тоді в інтернеті, люди, вони тоді були в себе вдома всі, або кудись виїжджали. 24 февраля я была дома. Проснулась я от будильника, я работаю в СМИ, и это была моя смена, мой рабочий день. Я просыпаюсь, и у меня на телефоне пропущенные звонки, это 5:50 утра. Я смотрю пропущенный звонок от моего шеф-редактора, который пишет: «Влада, ты когда вообще сможешь быть на работе?» Я такая: что случилось, что это серьезное? Мне говорят: война. Я такая, я сначала подумала о том, что это только на линии соприкосновения, то есть Донецкая, Луганская область, поэтому я без разговоров, без ничего, я подорвалась, написала, что я там в течение 1,5 часа смогу быть на работе. Подорвалась, мужу сказала, что так, ты сегодня, наверное, дома, ты можешь работать удаленно, давай ты будешь работать удаленно, я поеду, муж в шоке, куда поедешь и так далее. Я уехала, и я живу в пригороде, живу в Буче, и моя дорога обычно ведет через Ирпень. И в будние дни, в обыкновенные, когда я еду на работу, со мной идет поток машин. А с Киева никого. И здесь я еду и понимаю, что со мной в потоке никого, а из Киева полно машин. И меня это немного насторожило, потому что как потом я узнала, люди проснулись все, кто как узнал про войну, люди проснулись от взрывов. Я этих взрывов не слышала, поэтому у меня даже не было стопа и мысли не ехать на работу. И я же гнала, и как раз перед этим была ситуация, мы в СМИ рассказывали про ситуацию признания Российской Федерацией двух наших областей как республики. И мы транслировали информацию о том, как люди пытаются оттуда выехать, и огромные очереди на заправках. И я еще с подругой за день до этого обсуждаю на работе: вот, посмотри, какие ужасные очереди, это ж всегда нужно иметь полный бак. И мы такие: да, полный бак. Это мы обсуждаем 23 февраля. Я еду с работы домой и не заправляюсь. И когда я уже 24-го с утра ехала на работу, я понимаю, что я наблюдаю эти же очереди сейчас на своих глазах. Я понимаю, что я же вчера об этом говорила, что надо было заправиться, у меня меньше полбака в машине, пока доехать на работу, пока приехать с работы. И я поняла, что мы как будто застряли. И во время всего этого рабочего дня я уже смотрю информацию о том, что в Киеве заправки практически пустые, в области топлива практически нет, и мне становится страшно. Когда я услышала о том, что над Гостомелем, это возле нас, летают вертолеты и там бомбят,
мне стало очень страшно. Мне стало так страшно, что я сижу это в выпускающем кабинете ВСБ, и я понимаю, что могут задеть мой дом. Потому что от нас к Гостомелю очень близко, и в определенных точках Бучи Гостомель видно. И мы постоянно там слышим самолеты, которые туда прилетали там, и так далее. И это было страшно, потому что вся моя семья в Буче была на тот момент. И я искренне боялась. У меня закончился рабочий день в районе 4 вечера. Я спрашиваю шеф-редактора, что мне делать? Мне ехать домой, на машине, по дороге, где слышны сирены, и я не знаю, и бомбят Гостомель. Или мне оставаться, чтобы, если вдруг чего, бежать в укрытие вместе со всеми моими коллегами. И она говорит, Влада, я не знаю. И я приняла решение, что все-таки нужно ехать домой, потому что там как бы и муж, и моя семья, и как бы надо принимать вместе решения, и потом уже что-то делать. И так я приехала домой. Обычно моя дорога занимает где-то минут 40 на машине. В этот раз я только где-то около часа-полутора стояла просто в пробке для того, чтобы выехать на проспект Победы. Мне там буквально надо было проехать, может, метров 100 по проспекту Победы, чтобы свернуть потом в улочки. И я где-то 1,5 часа стояла в пробке и с горем пополам добралась к 6 домой, где муж уже сказал, что сегодня мы уже точно никуда не едем. Даже если бы у нас была возможность, мы никуда не едем, потому что уже темно, уже страшно, и у нас запас хода там 150 километров. Мы можем просто в пробках выстоять все топливо, а до следующей заправки банально не доехать. И так закончился наш день. Я общалась с мужем, говорю, что я боюсь, мне страшно, давай пробовать выезжать. Я звоню отцу, который находится в центре Бучи, я немного на окраине живу, они в центре жили, который говорит, успокойся, у нас здесь нет ничего, что можно было бы бомбить. У нас нет ни военных каких-то подразделений, у нас ничего нет, у нас одна больница, и то 2 или 3 этажа, все. Там пару всего корпусов. И плюс с Гостомеля есть прямая дорога на Киев. Чего они к нам будут ехать? Зачем им делать такой круг, если они могут напрямую пойти через Гостомель? И это как будто меня успокаивало. То есть мы искренне считали, что нас это не затронет. А вас убеждала в этой мысли информация о том, что в России говорили, что будут бомбить только по военным объектам? Я хотела в это верить. Но, опять же, мы же наблюдали в первый день, что бомбили как раз военные и объекты инфраструктуры, которые могли бы разрешить нам, дать возможность нам улететь или дать возможность нам получить какие-то, не знаю, боеприпасы, я не знаю, через какие пути это все к нам поставлялось, но мы видели, что бомбили в основном аэропорты, военные части, и все. Это первый день, это то, что мне так запомнилось. Я искренне считала, что если у нас нет военной инфраструктуры, значит, к нам не зайдут. То есть я искренне верила. Да, мне было страшно. Единственное, что в первые дни мы не понимали, насколько далеко стреляет. И мне казалось, что близко. Несколько дней пожив под этими всеми обстрелами, я поняла, что близко – это когда дрожит стена. Это близко. Когда над нами первый раз пролетел истребитель, я не помню, в какой это день уже было. Всего я в Буче провела дней 9, по-моему. Я выехала в начале марта. Первый раз над нами пролетел истребитель, у нас дрожали окна, дрожали стены, дрожали двери, дрожало все. И это было так громко, мне казалось, что он не просто надо мной пролетает, что он надо мной сейчас упадет в мой дом.
Потом, как оказалось, буквально в 5 минутах ходьбы от нас они выпустили ракету, которая попала вот прямиком в асфальт, слава богу, не в дом, ни в чей. Я после 24 числа выходила на улицу только утром 5 минут, и вечером 5 минут. У нас частный дом и собака, которая живет в доме, которую нужно выгуливать. И вот мы выходили четко ее вывести, чтобы она сходила в туалет, и заводили ее назад. Поэтому я не видела людей, скажем так, я не видела всех этих разрушений до момента, пока я не выехала. И когда я этого не видела, и мне казалось, что это где-то происходит, но не в Буче. Важно еще понимать, что мы, сидя у себя в доме, мы не понимали, какая у нас обстановка в городе. То есть мы не понимали, какие выезды есть, потому что в один из дней, по-моему, в первый или второй, подорвали Гостомельский мост, который на Варшавке идет, к Мостыще. Это уже практически на границе с Киевом. Во второй день, 25 числа с утра, меня еще вызывали на работу. Это опять же был мой рабочий день, на что я сказала: простите, я не поеду. И подорвали Романовский мост. Это в Ирпене, между Ирпенем и Киевом. И я понимаю, что если бы я ехала на работу, назад бы я уже не вернулась. Розумієте, так вийшло, що я була сама, чоловік поїхав на роботу. Він не зміг повернутися до Бучі. В той день він залишився ночувати в Києві, в себе на роботі. Навіть за великі кошти, за $100, його ніхто не хотів вести в цю сторону. Пішки ми зразу думали, але тоді було страшно, адже його могли розстріляти по дорозі. І він залишився там. Він просто залишився, як би сказати, в когось в підвалі. Він просто з людьми був у підвалі, абсолютно з чужими людьми. Отак було. Так, без нічого. Перший день він навіть нічого не їв. Він говорив, що я просто сидів з якимись людьми, там просто він навіть нічого не їв. На другий день вже в когось щось там було, я так розумію, я не пам'ятаю, чи він його просто пригостив хтось. Отак вийшло. Він просидів іще день з ними, і на третій день він мені сказав, що там дуже обстрілювали. Оці всі дома, які йдуть по під трасу, я просто пару разів їздила, ми їздили до батьків, і я пам'ятаю, як там. І дуже обстрілювали. Оце, що він сказав, що я буду йти пішком до мами, адже в село він їхав туди 25 хвилин автобусом, а так він просто пішов пішки, адже він боявся, що він просто там помре. Він йшов 5 годин. І що він розказав, що там просто ад. Він часто їздив туди в село до бабусі. І він дуже гарно знає ту місцевість. Він ходить в ліс іноді, там і по гриби, він орієнтується в місцевості. І це його спасло дуже. Це було небезпечно, але те, що він сидів там, це було ще хуже. І коли ми з ним пропав зв'язок у нас 8 березня, а з ним тільки вийшов він на зв'язок 3 квітня. І він теж розповідав, що коли до них в село зайшли русські, то він так вийшло, що він загрібав під двором. І вони зайшли, і він не почув просто колону. Вітер був великий, він не почув колону. І він розповідає, що, каже, я вже просто отак став, вийшов, каже, хлопець років 18, якут, і говорить мені: стань на коліна, сядь на пол. Він говорить: я тобі собака, провір мої документи, я тут живу, це мій дім. Він каже: я не собака, щоб тобі сядь на пол, там, командами. Він так мені розповів, це вже ось ми говорили. То каже, що вийшов потім з другого танка якийсь старший командуючий, сказав: не трогай його, і вони поїхали. А зразу цей молодий питав навіть, чи служив, і хотіли його забрати з собою. Його брат просидів в полоні 3 дні, адже він на них сказав дуже погане слово, коли вони прийшли до хати. І брат не витримав, брат старший мого чоловіка, йому років 45. Він не витримав, і я думаю, лучше не говорити це слово, яке брат сказав на них. І вони його забрали в полон на 3 дні. Він сидів там. Його хотіли... Чоловік мені ще не розказував оце толком.
Його тримали 3 дні і хотіли вивезти кудись, але не приїхала та машина, яку вивезти. Я думаю, його просто вбили. Так, як робили, це з усіма. Так, йому вдалося спастись. Вони, розумієте, їм уже самим там нічого їсти. Вони обкрадають так і вони його просто 3 дні він посидів і все, і вони його вигнали. Ну, не питали нічого, да? От цього, розумієте, чоловік мені дословно не розказав. Він сказав, я по телефону не хочу за такі речі говорити. Він просто сказав, Толік був у полоні, що трохи, каже, перепало, коли він сказав на них підарці, то, каже, воєнні почали його тягати там, і чоловік почав заступатися за брата. Трошки там була така в них, він сказав, не по телефону. То есть муж говорит, что в Бородянке еще намного хуже, чем в Буче, да? Так, він говорить, що Бородянки ще хуже, ніж в Бучі. Вони їй просто рознесли будинки всі. Там просто вони обстрілювали, навіть не дивились то, що в жилі будинки. Ну, там же нет военной инфраструктуры. Ні, там немає нічого. Вони оббили. Справа в тому, що я не знаю, як на мене, там нічого вроді би немає у Бородянці. Але там, де будинки. Тобто мирних людей. І вже вчора я дивилась в новинах, там це було, уявляєте, це було початок березня, а зараз тільки розвали ці розгрібають. Я находилась в квартире в Ирпене, и самое странное то, что не шум бомб, не это меня разбудила подруга, которая живет в Америке, а ее мама, подруга нашей семьи, живет в Буче. Меня разбудила подруга со словами, что началась война. Я ей не поверила, открыла телефон, увидела смс-ку с работы, что сегодня девочки на работу не выйдут, даже не поняла причины сначала. А потом залезла в новости и увидела, что началась война. И вот я как-то, так было шумно дома. Я была одна, потому что муж был в командировке. Было шумно, но я не понимала, что это что-то серьезное. Мне казалось, что это что-то бахкает, то есть я даже не поняла, что началась война. И потом в 2 часа дня я вышла в магазин, и когда я вылезла из своей вот этой вот коробочки, я поняла, что на улице происходит какой-то апокалипсис, потому что люди просто стоят в огромных пробках для того, чтобы выехать с Ирпеня. Я собрала вещи. Я собрала вещи, потому что я ехала к маме, то есть это значит, я взяла с собой пару кофт на пару дней и какие-то спортивные штаны, и приехала к маме. И когда я приехала к маме, я ощутила всю серьезность ситуации намного больше, потому что у мамы дом стоит намного ближе к Гостомельскому аэропорту, она живет в частном доме, и вот эти звуки, они были очень близко. То есть гул вот этих вертолетов, он был буквально вот очень близко. И я помню какое-то шоковое состояние, и ты вот так вот сжимаешься, и вот я как сжалась тогда, и я только сейчас немножко так отпустила уже ситуацию. Я чувствую, когда до сих пор, когда сплю, вот я настолько сжимаю челюсть, что у меня постоянно болят тут скулы, и я до сих пор не могу расслабиться. Вот я помню, я так сжалась от какой-то вот паники, и все. Но первые 2 дня они все равно были такие, как в каком-то тумане, потому что тебе всегда кажется, что сейчас я проснусь, и это все закончится. Но проснусь непонятно когда, потому что ты толком не спишь. Это, я не знаю, как просто передать эти чувства, потому что это невозможно передать. Я уже больше 2 недель нахожусь не в Буче, и я сама себе не могу поверить в то, что я это пережила, правда. И я понимаю, что люди, которые этого в жизни не переживали, люди, которые не находились там, сколько бы страшных видео, сколько бы страшных картинок, сколько бы страшных историй они не слышали, они все равно не способны это прочувствовать, потому что я даже пережив это все, сейчас не способна возвратить себя к тем эмоциям. Я просто даже не представляю, как это сделать. Сколько дней вы провели в Буче? До 10 марта. 10 марта мы выехали, мой муж выехал 11 марта. До 10 числа мы были там. Совершенно разные были дни. Абсолютно
вообще сначала было громко очень, потом я помню, что один день был очень тихий, и я от этого, если в первые 2 дня я хотя бы дремала, то вот помню, на 3-й день было настолько, ну, в сравнении с тем, что было тихо, то есть стреляла артиллерия, но это было все реже, и было настолько тихо, что казалось, что сейчас упадет что-то такое огромное, что нас всех просто вынесет. Просто какая-то, не знаю, мне казалось, что нас сейчас просто всех разнесет. И мне так было страшно, что нас на этот 3-й день просто разнесет, и я не могла ни спать, ничего. А потом, помню, на 5-й день странно, что накрыло аж на 5-й день, но на 5-й день, я помню, у меня ночью случилась такая истерика, я просто вот рыдала как ребенок, который вот в истерике именно, вот не плачешь, вот когда задыхаешься, вот так, я не могла остановиться, и вот я тогда, был у меня этот такой приступ истерики какой-то, и с тех пор я почти не плакала, и мне кажется, что у меня уже как реально не осталось я не могу как-то это передать, у меня какая-то уже пустота, и я вот вам рассказываю, и я у себя вот не могу уже вызвать даже никаких эмоций, потому что мне кажется, что с меня уже просто вот все вытянули, правда. У нас из окон было видно полностью всю технику, расположение, как они устанавливали посты. Наш друг пошел наверх в этот момент, 2 человека, ловить связь для того, чтобы связаться, прочитать, словить какие-то новости, что происходит. И в этот момент был удар. Его откинуло, а 2-й человек, он просто ушел в другую комнату, отошел. Поэтому он не получил абсолютно никаких там ни ранений, его не снесло. И он полностью... Мы искали их, мы испугались, потому что мы слышим, что рушится дом, вылетают стекла, и 1 удар, 2-й удар, 3. Ты не знаешь, когда они остановятся, когда дом полностью сложится или все-таки они уйдут. И все трясутся, все боятся, у нас животные воют, дети плачут. С нами был дедушка, который еще, он взрослый очень, и он прошел в детстве концлагерь. И у нас переживания за него в первую очередь, потому что он пожилой человек. Для него любой стресс это не так, как мы, которые трясемся. Для него это может иметь ужасные последствия. И мы сидели, ждали, когда все затихнет. Конечно же, ребята на 2-м этаже, которых отнесло от удара, они тоже ждали, пока они будут иметь возможность спуститься к нам. И они пришли, все объяснили. Но в дальнейшем, уже когда мы выезжали, и когда мы пытались по рации там связаться с соседями, мы увидели, что они обрисовали заборы буквой «В», обвели ее в круг. То есть это не то, что, знаешь, мы придумали. Мы это видели все. Мы видели всю технику, мы видели всех солдат, мы слышали их разговоры, потому что дом находится как в поле, и это очень близко. На нашей территории не было затишья. Мы постоянно слышали взрывы. Просто иногда они не долетали в дом. Ты говоришь, что слышала разговоры российских солдат. О чем они говорили? Они кричали. То есть, когда был какой-то взрыв, они могли там, крики, или там они кричали там -6, какие-то такие вещи. То есть это не был разговор между собой там о планах или еще что-то, кто-то кого-то звал. Не такие. Это именно крики людей. А учитывая, что они были настолько рядом, ты понимала, когда происходили вот эти зверства с завязыванием рук, с насилием девушек, с выстрелами в мирных людей? Или из-за взрывов сложно было понять, когда это происходило? У нас был сильный шум. Это, во-первых, от постоянного взрыва, передвижения техники. Техника идет очень шумно. Мальчики уже научились различать вылеты, прилеты и так далее. То есть они как-то по звуку старались это определить, но именно жителей мы не видели. То есть мы только слышали, потому что соседи некоторые еще поддерживали связь, и у нас была рация, и рации, которые были
для охраны на территории дома. И нам только передавали информацию. То есть кому-то зашли в дом, нам говорили, там, разбили уже технику. Мы начали прятать эту технику, но мы понимали, что бесполезно, потому что они заходили, направляли оружие на людей, и у тебя не будет такого состояния, когда ты говоришь, а у меня телефона нет. Ну, как бы телефон есть у всех сегодня. Знали, нам передавали, что там зашли, забрали украшения, забрали еду, что там разбивали технику, разрушили генератор соседям, чтобы отключить их тоже от электричества. Ну, то есть мы только это слышали постоянно от наших соседей, от наших друзей. Я всегда говорю, то, что есть, мы этого впрямую не видели, мы только передавали между соседями, что происходит. Когда ты там была, тебе казалось, что по всей Украине так происходит? Но у нас не было возможности понимать вообще какой-то картины, что происходит в Украине. И мне казалось, что это происходит сейчас со всеми. То есть я даже не имела связи все дни с мамой. И я за нее безумно переживала, я просто сходила с ума. Я думала, что все, это везде, вся Украина сейчас в огне. В какой момент вы поняли, что в Бучу заходят танки и российские военные? Мои родители, как я говорила, живут в центре, и в один день утром они мне присылают, пишут, у нас танки едут по направлению в Киев, в Ирпень. С Гостомеля в Ирпень как раз есть улица, которая это все сообщает. И родители просто снимают на видео эти танки. И начинается перестрелка. И мама потом рассказывает о том, что... это видно на видео все. Мама говорит, я вижу, как танк гонит по прямой, начинают наши стрелять. И танк останавливается, едет медленно и разворачивает свое дуло в сторону стреляющей стороны. И это, говорит, все вдоль нашего дома. И говорит, я вижу, как это не волна, это какое-то пламя собирается и выстреливает с этого дула. И, говорит, у меня тогда ноги дрожали. Вот в эти дни мы поняли, что как бы танки уже у нас. В тот день, как раз в тот момент, тогда подорвали, я думаю, вы видели фотографию улицы, на которой просто металлолом лежит, черный весь. Это в Буче улица по направлению в Ирпень. И вот тогда я поняла, что как бы все, это очень было страшно. В город в наш зашли где-то числа 3 марта. Я выехала 4 до 2 или 3 ночи, то есть это больше 12 часов. У нас были активные бои в районе моего дома. То есть нас начало стрелять так, что мы боялись, что будет стрелять в наши окна. И мы все, мои родители на тот момент приехали ко мне, мы все просто легли пластом на диваны, на кровати, чтобы если вдруг и будет какой-то выстрел и пройдет в окно, чтобы он никого из нас не зацепил, то есть быть ниже уровня окна. В эти все дни у нас еще была вся коммуникация. У нас была вода, она пропадала там на какое-то время, потом мы ее восстанавливали. То есть у нас была вода, у нас был свет, у нас был интернет, так как бы свет, у нас был газ. То есть у нас, в принципе, было все для того, чтобы жить. У нас были коммуникации, я имею в виду сотовая связь, то есть мы могли связываться по телефонам. Когда я выехала в Ирпень, в этот день у нас отключили свет, отключили воду, и пропала связь. То есть с вот этого момента, это к вопросу, знали ли люди, что происходит. С этого момента знали, возможно, только те, у кого были либо вышки какие-то, я не знаю, у мужа 2 мобильных оператора есть, 2 карточки, и они обе были как бы вне доступа.
пробивались только, ну, звонки вообще не пробивались, то есть мы звонили вне зоны доступа, а смски простые самые, они доходили. Вот таким образом мы старались связываться каждый день, то есть у них не было доступа ни к новостям, ни к чему, в принципе. 8-й месяц беременности, когда оказываешься в ситуации войны, мозг все равно до конца не хочет верить, что это происходит с тобой. Мне повезло иметь относительно легкую беременность, и за все время как бы я не использовала, в принципе, никаких лекарств. То есть у меня был один стрессовый период, когда умерла наша собака. В тот момент мне прописал врач, какие успокоительные можно принимать, которые не повлияют никак на ребенка. И как бы я знала, что можно делать. Было страшно как раз за то, что мой стресс может как-то повлиять на ребенка, то есть мои переживания, мои нервы. И как минимум это все отображалось на том, что я должна набирать вес, а я его теряю. То есть в стрессе мы меньше ели, меньше хочется есть. Я думаю, я не знаю, как это у вас проявлялось. Вот, но я вообще мне не хотелось есть, и у меня, в общем, я за первые 4 дня войны я потеряла 3 килограмма. Для простого человека это много, да. Много. А для беременной это, мне кажется, еще больше. Возможно, моя беременность как раз была таким не движком, а, возможно, даже неправильно это сказать, как способом нажать на мужа, чтобы мы таки выехали, или он не то что не позволил мне выехать, а чтобы все-таки эта тема, как бы, что не успокаивал меня, что это все нормально, как бы их нет, все нормально, мы переживем, все будет нормально. А все-таки, когда у меня совсем уже было такое состояние, что мне тяжело, я понимаю, что морально я не справляюсь, я плачу от того, что возле нас стреляют, и я так и говорила, мне страшно умереть. Когда ты поняла, что танки заходят на территорию Бучи? Когда мы поехали, развозили гуманитарную помощь, и в какой-то момент у меня начал разрываться телефон. Одна подруга звонила, второй друг, и я думаю, почему мне звонят? Я взяла трубку, а она мне говорит, на какой улице вы находитесь? Я говорю, на Кирова. А она говорит, быстро оттуда, по Новояблонской идут танки. А это буквально соседняя улица. И я помню такой какой-то ступор. Мы после этого еще заехали в мэрию. Мы доехали туда, потому что сразу домой доехать не могли. Еще успели там попасть под такой как обстрел. То есть начали, я так понимаю, точечно вот в мэрию хотели попасть. И когда мы приехали туда, потом то есть начали обстреливать или запускать ракеты именно в ту местность. Мы успели забежать в эту мэрию, муж прикрывал мне голову руками, а я лежала просто на этом полу и думала, боже, у меня такая счастливая жизнь, правда, у меня очень счастливая жизнь была. И у меня до сих пор там живы почти все бабушки, дедушки, у меня там свое дело есть, у меня любимый человек, которым я 100 раз уверена в том, что это именно там моя половинка. Я реально в своей даже каждодневной жизни я всегда говорила, насколько классная у меня жизнь. И вот я лежу на этом полу, и так женщины вокруг, которые там тоже мамы, да, волонтеры, там женщины, которые в мэрии работали, и я слышу, они плачут, а я просто лежу на этом полу и думаю, неужели вот так я сейчас здесь умру, и я бы могла, в принципе, здесь и не оказаться, и я еще думаю, бедная мама, она там осталась дома, мы поехали вот волонтерить, и как она потом будет проклинать эту волонтерскую работу, если я вот просто заехала за какими-то там продуктами, и меня сейчас просто пришибет. Вот. После этого они не попали в мэрию, они попали в
Там у нас есть такой Гранд-Бурже, здание на 16 этаж, и они попали в соседнее здание, девятиэтажка, там она, по-моему, даже не достроена, они попали туда, по-моему, на 9 этаж, но в мэрию тогда не попали. И при первой же возможности мы оттуда выехали, еще захватили с собой еду, которую мы хотели по дороге домой завезти к старику. И этот дом, он стоял прямо недалеко возле блокпоста, мы доехали, нашего блокпоста еще на тот момент. И мы доехали до этого блокпоста, и парень нам махает, что уже все. Ну, мы открываем окно, говорим, мы волонтеры, нам завести вот по этому адресу. Он говорит, езжайте прямо по тротуару, у вас есть 2 минуты. Ну, ты думаешь, 2 минуты, наверное, он как-то так более, это не конкретно 2 минуты. И мой муж просто доходит до этой калитки, вот мы паркуемся, он доходит до этой калитки, стучит, видно, что ему никто не открывает, он заглядывает, а потом я смотрю, а он просто с такими глазами, по 5 копеек, он бежит к этой машине. И он заскакивает в машину, и я говорю, а что такое? Она говорит, ты что, не слышишь? А я поворачиваю вот так вот голову и понимаю, что там вот этот мужчина, который стоял на блокпосту, он нам уже машет руками, давайте, уезжайте. Мы по этим, в общем, тротуарам, по этой дороге начинаем быстро-быстро уезжать, и в зеркало заднего вида видно, что уже выходит колонна танков. И мы приехали домой. У нас был чат добровольцев, который потом удалился, но у меня даже осталось оттуда пару скриншотов, потому что, если честно, как все люди, я даже не думала о том, что у меня могут... как-то у меня вообще был мозг отключен, я не думала о том, что у меня как-то могут там проверять телефон, и я спокойно документировала, вообще у меня ничего не удалено. У меня есть даже пару скриншотов с того чата, в который нам приходили волонтерские объявления, волонтерские сообщения. И мы, значит, приезжаем домой после этого всего, и нам сыпятся сообщения о том, что все, сидите дома, уже никто никуда не выезжает, уже все, закончилась волонтерская работа на сегодня, это точно. И начинаются капать сообщения с фотографиями. Вот видно, что люди снимают буквально из квартир, там где-то из жалюзей, с адресами. Там вижу танк по улице такой-то, вижу солдаты зашли в дом под номером таким-то по такой-то улице. И все это сопровождается фотографиями. То есть тут же начинаются кидаться скриншоты, то, что люди пишут у себя на Фейсбуке в страничке. То есть я вижу со своего окна, что в такой-то дом зашли и вывели оттуда человека. И вот это были такие какие-то последние сообщения, и в тот же день сразу пропала связь. Именно пропала мобильная связь. На следующий день, у нас уже на тот момент не было электричества, пару дней это уже такое, но у нас был дома генератор. И на следующий день мы запустили генератор. Это тоже не так, что ты запускаешь генератор, и все, он работает, все прекрасно. То есть сначала нужно выйти из дома, проверить, никого или нет на улице. Нам повезло, в тот момент на нашей улице никого не было. Мы включили генератор, и у меня еще был Wi-Fi. И вот когда у меня был Wi-Fi еще на следующее утро, я еще успела сказать о том, что на нашу территорию заходит или что-то такое. Я еще успела это выставить в сторис в Инстаграм. И все, и потом уже не было ни Wi-Fi даже, то есть у меня не было никакой абсолютно связи, уже после этого только там возле одного дерева ловила какая-то связь, мой муж только на его телефоне, и уже только мой муж мог отправлять утром одну смс-ку, вылазя на эту елку, находя связь, он отправлял смс-ку своей маме о том, что мы живы. И 9 числа он получил от нее смс-ку, ответ о том, что открываются зеленые коридоры. Почему вы боялись, если в России говорили, что будут стрелять только по военным объектам, а мирных жителей не трогают? Сначала мы наивно, я сейчас даже как-то глупо себя так чувствую. На 3-й день, когда это, мне кажется, был 3-й день, у нас на улице Вокзальной разбомбили колонну. То есть они зашли в Бучу, и наши их развалили. Там потом еще в колл-центр звонили люди, говорили о том, что им тела позакидывало в огороды, чтобы как их убирать. И когда эту колонну развалили, вот те танки, которые не позгорали, люди или не люди, они оттуда начали убегать. И они спрятались в переулке прямо за нашим домом. Туда заехало 5 танков.
И мы были настолько наивными, что у меня есть тоже фотография, мы написали с мужем такой большой постер размером приблизительно с мой рост. Россияне, ребята, вы воюете не на своей земле, сложите оружие, захотите домой на чай, вернитесь домой живыми. Мы вышли, показали этот постер, они смотрели на нас через прицелы, да, оружейные, вот как-то автоматов. Мы поставили, и потом они уехали, они увидели его, потому что мы видели, как они на нас смотрят. Они недалеко сидели, 50 метров, может, то есть мы четко видели, что они на нас смотрят вот в прицел. И они уехали, мы как-то так наивно полагали, что они, наверное, вот не понимают, что они делают. Но буквально через там пару дней, вот первые дни как-то не было новостей про смерти. Наверное, потому кто их расскажет, да, то есть кто расскажет о смертях. То есть те территории, где людей убивали, там уже не было связи. И буквально через пару дней после этого начались случаи, когда мирных жителей убивали. То есть первый такой случай, наверное, на день 5-й случился, точнее не случился, а мы узнали, потому что убили знакомого моей мамы. То есть это человек, которого она знала лично, и позвонила ее подруга, сказала о том, что нашего общего знакомого убили, застрелили его в голову, зашли к ним домой и сказали жене сидеть на первом этаже, в их доме поднялись на второй, она сидела, ждала, пока он вернется, но его уже долго не было, она поднялась, у него пуля в голове. Как выглядел твой день все это время? Мы просыпались достаточно рано, и я вообще не могу назвать это сном, потому что мы спали очень много людей на полу, на матрасах, в маленьком помещении, и температура полностью опустилась, было безумно холодно, поэтому мы спали в обуви, в одежде, сверху куртки, пледы, все, что там можно было найти. Было безумно холодно, и спать, конечно, было сложно. Плюс психика, конечно, сходила с ума, и мы просыпались несколько раз. И когда были сильные взрывы, и прям на территории где-то, ты не спишь. Ты постоянно находишься, то есть когда организм уже прям вырубает тебя, ты вроде уходишь в какой-то дрем, но ты все равно просыпаешься. Я спала в вещах, сверху в сумке с документами, совсем. С собакой, которая была на поводке, вот я ее наматывала, этот поводок на руку, мне нужно было всегда держать ее при себе, потому что он пугливый. И когда он слышал эти шумы, он сходил с ума. У меня собака 2 раза теряла сознание. Я не знала, что делать. Мы боялись, что зайдут к нам. Заходили ко всем соседям, жили в домах у соседей. Мы не хотели, чтобы зашли к нам, потому что мы не знали, кто к нам зайдет, какой человек. Все люди разные. Если кто-то просто отобрал там телефон и украшения, другие застрелили. То есть они не действуют все как один. У каждого свой способ, и каждый поступает так, как он считает нужным. Мы сидели тихо, мы даже не разговаривали. Мы шепотом разговаривали, если это очень нужно было. Все остальное время мы нашли свечи, потому что у нас не было света. Мы очень экономили заряд телефона и не могли зарядить все телефоны за час. Поэтому мы по очереди заряжались, все они были выключены зачастую, мы их только включали, если это нужно. Все остальное свечи. И за этот час нам нужно было приготовить какую-то еду, то есть наварить там, к примеру, какой-то каши, бросить масло. У тебя нет вариантов попить в другой день, в другой момент чай, к примеру, теплый, или поесть что-то. Поэтому весь день был занят тем, что мы стрессовали и боялись. Наши мальчики выходили на улицу в 4-3 ночи набирать в бидоны ледяную, абсолютно холодную воду, которую мы могли или подогреть в этот час, или пить просто лед, потому что, и она, честно говоря, ужасная эта вода была. Все остальное время, еда, ты знаешь, наверное, как у любой бабушки, консервация, огурцы, помидоры, пару консерв, мед.
Конечно же, не было, какие-то крупы там запасные, как бабушка конфет накупила для детей и внуков. Не было, знаешь, не то что полноценного рациона. Это сложно назвать едой, потому что ты не можешь прокормить 20 человек конфетами и медом или там шоколадкой. Нет. Еды было очень мало. Все эти дни вы не мылись, соответственно. В туалет куда приходилось ходить? У нас не работали насосы, поэтому мы ходили в туалет в один, все 20 человек. То, что могли набрать в этих бетонах, мы пытались это сливать, но насосы не работают, поэтому ты понимаешь, какая это была картина. Учитывая то, что у нас было очень много животных, все приехали со своими собаками, котами, которые не могут пойти на улицу. Они ходили в туалет прямо в подвале, там, где живут люди. Запах стоял, абсолютно отвратительный. И от туалетов, и от животных, и людей на стрессе и тошнило, и случались расстройства различные. Это очень сложное состояние, потому что с нами были дети, и дети были в полном ужасе. Мы пытались их как-то отвлекать, вообще хоть как-то, знаешь, укрепить их психику, оградить, но это было очень сложно. Мы в этот час нагревали воду и мылись раз в несколько дней. То есть у меня был на меня литр воды, и я выливала этот литр воды в тазик, разбавляла холодной водой из колонки, и вот в этой воде мне нужно было помыться, постирать одежду, постирать белье. Мне надо было помыть собаку, запах у нее был просто ужасный, ты понимаешь это все. И мы шутили уже, что так рационально прям использовали воду, что прям можно еще в ней и яйца варить, и чай с нее делать, и все. Потому что в маленьком тазике скрючено максимально, но эта вода уже была черная, и я там продолжала стирать, потому что у меня не было вариантов. Как после того, как вы увидели российские танки, выглядел ваш день? Было очень страшно. Их было очень много. Они ехали друг за дружкой впритык. Сережа даже начал засекать время в 1 минуту, где-то, по-моему, он говорил 40 или сколько проезжало танков, где-то очень много. И он говорит, это ужасно, это много. Постоянно была перестрелка, постоянно над нами летали вертолеты, постоянно стреляли, постоянно вот этот грохот, это все создавалась паника внутри, и мы сидели дома, старались, нашли ванную, потому что у нас с ванной с одной стороны 2 стены, с другой 2, с третьей 3. То есть это было самое безопасное место, где мы сидели. Уже мы поняли, что стреляют где-то совсем возле нашего коттеджного городка. У вас было достаточное количество еды в доме? Еды у нас было достаточно. Электроэнергия на тот момент еще была. Интернет еще работал. Связь у нас была 25-26 числа. И мы пока держались, пока была связь, электроэнергия, было нормально. У нас еще квартира в Буче есть, и у меня в нашей квартире родители в Буче жили, и я еще 25-го, они тоже 24-го не уехали, 25-го я еще звонила с утра и говорила, что родители... Уезжайте, они живут в Ровенской области, и они где-то в часиков 12, 25 числа уехали из Бучи, но они уехали по Житомирской трассе. Они звонили, когда будем мы уезжать, я им просто, чтобы они не волновались, рассказывала, что да-да-да, мы сейчас собираемся, но мы понимали, что мы уже никуда не едем, потому что на Варшавку там танки, которые двигаются в Гостомель или в Бучу, и нам просто, мы в кругу были, мы понимали, что нам никуда нельзя ехать уже. Когда 25 числа уехали мои родители, я уже была спокойная, но я
из-за того, что мы в Буче постоянно, у меня ребенок в Ирпень ходил в школу, а в Буче она занималась танцами, у нас вся жизнь, в принципе, в Буче. Наши друзья все в Буче и в Ирпене. И я состою во всех группах, подруг, группах танцы, группах школы и так дальше. И 25 числа, когда уже родители уехали, мне начали писать, и девочки в группах начали писать такую информацию, что забирай своих родителей, говори, что уехали, потому что тут творится беспредел. Нам постоянно звонят и говорят, что приезжают на технике русские солдаты, переодеваются в цивильную одежду и на улицах расстреливают людей, и это все снимают. То есть позвони родителям и так дальше. Об этом писали и в группах. В группе, которая у нас по танцам, где-то Настя занимается, в группе, где у нас ОСББ было, всю эту информацию я постоянно читала, и у меня был шок, что там творится. Ночью с 26 на 27 число пропала связь, у нас исчез интернет, так как у нас плохая там связь, такая мобильная, а у нас был интернет, с интернета был Wi-Fi, у нас интернета и не было связи вообще. То есть, если можно было где-то в каких-то определенных местах найти, то есть было глухо, полностью глухо. И мы старались общаться между собой, соседи. У нас у Саши, соседа, был газовый генератор. От него мы подпитались всеми переносками, какими могли. Немножко согревались, и от него подзаряжали все наши мобильные, хоть как-то, чтобы у нас на случай, если появится связь. И у него была рация, он раздал нам всем рацию, и мы как-то между домами по рации связывались. Было страшно, стало очень страшно, когда танки ездят, у тебя связи нет, мы не понимали, что происходит, и нашли старенький телефон, в котором было радио. Мы его заряжали, включали радио и немножко хоть как-то слушали информацию, что происходит вообще в стране. Самое страшное было, с чего все началось, когда вертолеты, уже у нас не было связи, мы уже пытались как-то согреться от генератора, чего-то там топили, кушать на чем было готовить. И наши соседи, у нас еще от генератора была возможность, плиточка маленькая была, мы там раз за целый день готовили какую-то кашу, там могли приготовить на нашу семью, и у соседа было, а у нас у соседей они были подальше, они не могли подпитаться от генератора, и они поджигали мангал, на котором готовили суп или кашу, что там. Там было, получается, 4 женщины. Одна из них была онкобольная. Ей постоянно обезболивающие кололи, и очень переживали, потому что они заканчивались. И эти женщины, они вышли на улицу, распалили мангал, чтобы готовить суп. И когда они готовили, пошел дым. Периодически пролетали вертолеты. И вот в это время, когда они готовили, полетали вертолеты, они улетели, и один вернулся, увидел, что они готовят, и прям в дом начал стрелять с вертолета. Упала пол дома, то есть стена упала, и пол крыши свалилась. И они очень сильно испугались, прибежали к нам. Маму они свою, которая онкобольна, не могли забрать, она осталась там. Но она была жива, она просто не находилась как раз в том месте, она осталась жива. То есть это было страшно. Получается, он целенаправленно это сделал, он увидел, что готовят кушать, увидел, что вы не испугались, давайте я поиграю с вами. Улетел, вернулся и выстрелил в них, в дом, получается, возле них. То есть он их напугал, он не в них, а возле них поигрался и улетел. Тогда мы поняли, что это страшные люди, мы очень сильно испугались. Это все произошло на моих глазах. То есть у нас большие
окна, которые до пола, мы видели все с этого окна, с ребенком вместе, на что ребенок у меня, ну, то есть ребенок очень сильно испугался. К нам пришла соседка, потому что ей было холодно, она чуть-чуть возле выхода жила. Мы уже были, наша семья трое человек, и мы с ней были 4. В другом доме был один мужчина, его сын с девушкой, и еще 2 детей маленьких, и сестра с детьми, то есть одни женщины и дети. Мы как-то все вместе, как-то через рацию разговаривали, но мы очень сильно боялись друг другу перейти в дом, потому что когда однажды у нас еще были в соседнем доме еще 2 парня, они выходили периодически, гуляли, смотрели, ну как гуляли, по территории ходили, то к нам придут зарядить телефон, то подойдут там чай попросят попить. И когда русские ехали, видно, на танке, они увидели, что кто-то ходит, и начали стрелять по нашему коттеджному городку, скорее всего, из танков. И мы поняли, что лучше не выходить. То есть они убежали, они не поранили их, ничего, но они постреляли сильно. Мне казалось, что а что, если это наша новая реальность? Одно дело, когда ты понимаешь, ну вот через неделю там надо перетерпеть неделю в этом ужасе, в этом стрессе, в этом страхе, в этом холоде, в этом состоянии выжить. А второе дело, когда тебе кажется, что никто не услышит тебя, потому что особенно когда вот прервалась вся связь, у нас уже не было ни электроэнергии, ни газа, ни воды, ничего, и не было уже связи. Когда ты не получаешь новости из внешнего мира, кажется, что ну все, там уже вокруг, наверное, все горит, все пылает, уже, наверное, творится какая-то просто безумная там война, и никто уже о нас не вспомнит. Мы тут совсем крошечный по сравнению с другими большими городами, да, городок, и вот и мне казалось, что как мы отсюда теперь выберемся, а выбраться нельзя было. И когда еще был... Вот еще один вопрос, почему мы боялись? Потому что, когда еще была телефонная связь, нам уже звонили и говорили, не вздумайте выходить. Это какие-то вот там были вот первые дни, когда еще вот только оккупация наступила, вот я не знаю, какие-то еще в самом начале нам звонили и говорили, что возле ЮТЭМа, это стадион у нас, возле ЮТЭМа стоит машина расстрелянная, а в ней видно, что лежит 2 взрослых и 3 детей. Они говорят, что тело ребенка размером напоминает ребенка где-то лет 4. Мы даже не представляли себе масштаб того зверства до того момента, пока мы не вышли на эвакуацию. И когда мы вышли на эвакуацию, и мы приехали в центр Бучи, мы осознали, да, что есть трупы на улицах. Когда мы это осознали, когда мы это увидели, то это просто... Но опять же таки, когда на тот момент ты видишь мертвых людей на улице, их тогда еще было не очень много. И казалось, что это скорее какая-то, не массовость, да, а потом, когда мы выехали из Бучи, после того, как у нас не было связи, и когда мы начали звонить своим знакомым и проверять, живы ли они, и когда они нам начали рассказывать истории, что у меня убили соседа, а у нашей учительницы убили мужа, и когда мы поняли, что там еще и в квартирах столько же мертвых людей, то стало страшно, потому что это не так какой-то там человек, которого ты не знаешь, и это конкретные люди, это на конкретных улицах, да, то есть с номерными знаками, и ты знаешь этих людей. И когда, например, мы знали, что у нас там есть знакомые на Стеколке, когда мы знали, что есть на таких улицах, как Новояблонская, на Кирова, это какие-то самые страшные улицы. Вот улица Новояблонская, там вообще какая-то дичь творилась. И мы просто не могли выйти на связь с людьми, которые сидели именно на этой улице вплоть до позавчерашнего дня. Люди то сидели все это время, и они говорят, что да, мне там повезло выжить, но вот моему соседу не повезло. Какие-то такі вещи. 2 тижні, всі, які були там, ми ночували в підвалі. Я ніколи не ночувала вдома, адже вдома вже було дуже страшно. Були дуже великі обстріли в нас.
я не могла б ночувати вдома. Ну, по-перше, старша донька дуже плакала із-за того, що в мене є відео, там, де в перший день я почала знімати зранку. Я не вірила до останнього, що це війна, і я збиралась навіть на роботу. Я говорю, я йду на роботу, я не можу це повірити, що війна. Я встала збиратися там, якось думати, і я почула вибухи в Гостомелі, і я зрозуміла, що це дійсно війна. Розумієте, в мене не було свого транспорту, навіть якщо він був, ти не зможеш просто так виїхати, тому що вони вже стояли в нас на районі. Я проживала по вулиці Яблонській. Це сама довга вулиця, і в кінці нашої вулиці це там, де збили колону. Це вокзально, так перпендикулярно цій стоїть же ж. Там, де збили цю колону. Це дорога моєї доньки до школи. Как вы понимали, что это российская техника, российские солдаты? Почему вы прятались? В России же говорят о том, что это все стреляли только по военным объектам, мирных жителей не трогали. Ні. Я можу показати свій будинок, в якому зараз стані мій будинок. У мене 9 поверхів будинок, він горів. Горів від того, що стріляли, попав в верхній поверх, на 9-й поверх прилетів снаряд. Згорів 9-й, 8-й, 7-й поверх в моєму під'їзді. Далі попадали ще по балконам. Я не можу сказати, що це, як ви говорите, інфраструктура, яка воєнна. Це ми просто мирні жителі. І те, що було вже потім, я пам'ятаю, коли вони заїхали, вони їздили, вони ограбили всі магазини, які в нас були на районі, вони повскривали їх. В принципі, вже розкупили продукти всі, які там були ми, тобто люди. Я так само купляла про запас, бо я розуміла, що мені, дітям треба буде за щось жити, і такі вже продукти, знаєте, там крупи, цукор такого плану, молоко пастеризоване. Вони, в общем, там витягували алкоголь, чіпси їли, і я бачила сама, у мене балкон виходить на ту сторону, на сторону Ірпіня, мені видно гарно Ірпінь, там метрів 200 Ірпінь. І всередину тут я бачила танки з буквою В, русські солдати, вони постійно стояли в цей танк, і вони оце лазили по цьому маленькому магазинчику, там кав'ярня була маленька, їли чіпси, і кожен раз, якщо хтось дивився в вікно, вони просто стріляли з танка. Ця пушка іменно, що на танку. Вони просто стріляли, щоб люди ховали, щоб трошки вигнати страх, щоб не виглядували з вікна. І я своїми очима бачила, що це були російські танки і російські воєнні. Один раз, коли я хотіла, нас дуже бомбили, я не пам'ятаю це число. Я просто не пам'ятаю числа, бо я вже так жила, не працював ні телефон, ти просто живеш. Все, ти немає ніяких комунікацій. І я пам'ятаю, коли я виходжу, в мене є відео, я виходжу з котом, мало того, що в нас ще лежав сусід, його застрелили, він лежав біля під'їзду, ми не могли ходити, ми ходили поміж нього. Він жив у нас на 9-му поверсі, його квартира згоріла, вже коли він помер, я десь через пару днів вже туди попало. І його просто застрелили, він перебігав з одного під'їзду в другий, його просто застрелили. Труп лежав 2 дні. Потім сусіди його просто похоронили. І от ми ходили, він був накритий чимсь, просто якось простирадлом. І оця кров. Так, діти це бачили. Моя донька особисто, менше їй 5 років, вона постійно плакала, коли ми йшли додому днем. Іноді треба було піти додому, розумієте, підвалом, але не було зовсім. Ти додому приходиш, я могла взяти в морозильні камери, що покушати, то, що готували ми кушати на кострі. І я йшла додому, щоб взяти якісь крупи, м'ясо, те, що в мене було, я віддавала, холодильник тік, і ти вже не було світла, і я розуміла, що треба ці продукти приготувати, тому що вони іспортяться, і я більш нічого, не буде змоги нічого готувати. Я взяла продукти, які були, і так раз пройшли ми, що ми попали під такий сильний обстріл. Це якраз російські танки, коли заїхали, другий день це вже було, вони переночували там десь біля магазину, і на другий день вони просто там повпадали всі шибки в нас, в кого були, це не склопакети, а такі, вони стріляли по вікнам. І коли я вийшла, щоб іти в підвал,
Вдома було страшно сидіти, адже ми сиділи не в ванні, ми сиділи просто в коридорі, поклали одіяла, мало того, що холодно дуже, просто поклали одіяло, вкрились одіялом і сиділи втрьох. І це так важко все згадувати. І коли ми виходили з під'їзду, ми просто вийшли, а розбите скло на підлозі лежить. І я виходжу, і я дивлюся в праву сторону, і я бачу попід домом, вони гуськом так біжать, десь 8, 7, 10, отак от їх багато солдати попід домом російські. І я просто встигаю, ми вийшли, щоб іти до обстріли були дуже страшні. Я боялася, що попаде будинок на 4-му поверсі. І я бігом схватила, тільки спіла дитину затягнути мовчки назад, щоб вона не запіщала. Бо коли ми ходили повз труп, вона постійно плакала, це коли бачила цього дядю. І я бігом просто закрила її рот і затягнула назад, і старша донька забігла. Ми забігли і побігли бігом назад в квартиру. Я розуміла, що якщо я зараз вийду, то вони мене теж можуть розстріляти. Я прийшла додому, сіла, перечекала годину. Я розуміла, що обстріли були дуже... Я вже розуміла навіть, як стріляє танк, як стріляють з автомата, як стріляють з пушки із машини оцієї БМП. Тобто я розуміла, які постріли до нас прилітають, і вони тут обстрілювали дуже. І я розуміла, що треба чекати. Треба чекати, я нікуди не можу піти. Я пересадила годину і все-таки наважилась далі йти. Я вийшла, було тихо вже, так, плюс-мінус було тихо. Я пішла, там у нас недалеко погреби. Тобто, щоб дійти до бомбоубіжища, до якого йти хвилин 4, мені треба було заходити ще в пару знаєте, погреб просто пересидіти, почекати, адже снаряди все одно літали. І снаряди були такої сили, що коли я заходила в темне місце, я пам'ятаю, що в мене просто були такий звук, що в мене після того очі в темноті постійно світяться такі от не метелики, іскри постійно в глазах були. Коли ти заходиш в темне місце, такі звуки були, що воно навіть якось на перепонку давало. Ми посиділи в цьому погребці і знов пішли в бомбоубіжище. І коли я хотіла вийти на дорогу, я йшла такими дорогами, щоб не просто по дорозі йти, адже по дорозі вони вже їздили танками, вже були розбиті, видно, що танками вони їздять, тобто сліди від гусениці. І я просто пішла, і він стояв теж русський солдат, він стояв біля танку, з направленим автоматом на мене. І я вирішила, що я вернусь. Я просто вийшла, побачила. І я побоялася переходити, адже я думаю, якщо він мене застрелить, де гарантії, що він не стрельне у мене і моїх дітей. Я просто вернулася знову назад. А потім уже, коли це все більш утихло, я додзвонилася знайомому, сім'ї їхньої. Ми сиділи там весь час, ми сиділи там у бомбоубіжищі з ними. І вони мене забрали, і вже тоді ми разом пішли, коли все більш утихло. Але всі ці 2 тижні я ночувала не вдома. Ми ночували в підвалі. Нас було десь чоловік 80. В основному всі були з маленькими дітьми. І чим далі, вже коли вони зайшли, вони вже почали їздити в нас на районі, просто кататися. Тобто вони вже їздили, як в себе вдома. Коли я приїхала в Київ до мами, і я з собою привезла такий кусочок чиабати. Це все, що в мене залишалося. Це був хліб, молоко, банка вареної згущенки. І я розуміла, що якщо в мене далі нічого не буде, я просто тут не проживу. Я не зможу тут прожити. Адже навіть коли ти готовиш їсти на кострі, теж дуже обстрілюють. Ти іноді просто вариш макарони, і я не була сім'я, як би сказати, у нас було так, що ми сиділи в бомбоубіжищі, ми сиділи всі групками, хто там знайомий з ким, і от я сиділа, нас було 12 чоловік, це там моя сім'я, я і 2 доньки, і мої знайомі, їхні сім'ї. Нас було 12 чоловік, і ми старались готувати те, що в нас є,
просто так складувати в одне і старались ось готувати. І останні дні я вже розуміла, от старша донька там просить щось, і я розумію, що в мене цього обмаль, я не можу їй дати. Було дуже важко емоційно. Я вже одного разу я прийшла додому і, знаєте, вже така емоційна слабість, що я вже думаю, боже, в мене вже просто немає сили. Я плачу, сижу, в мене просто немає сили, я не знаю, що робити далі, тому що це все обстрілюють. Просто страшне твориться. Я не можу розуміти, що мені робити далі. Але коли я дивлюся на дітей, ти розумієш, що треба далі думати щось, жити, не падати дух, брати себе в руки. І от ми отак готували потрошку, що є. Згадую, мені дуже важко, я не могла повірити, що це може бути у 21 столітті, що так може бути, що так приводять до геноциду, нас ведуть прям. Я не могла в це повірити. Твои близкие из России не верили в то, что на самом деле происходит в Украине? Ты знаешь, нужно учитывать то, что наше прошлое — это Советский Союз, да? И моя бабушка, она из Беларуси. И мой родной отец, он русский человек. Моя мама родилась в Казахстане, мой дедушка украинец. И ты представляешь, да? То есть я именно представитель славянского народа. Многих уже нет в живых. И единственный человек, который мне остался, это мой родной отец, потому что мой отчим, хотя я всегда говорю, что это мой отец второй, у нас очень теплые отношения, он погиб несколько лет назад. Но я поддерживаю связь со всеми своими близкими, и когда были разговоры про войну, я с ним общалась. И он мне тогда сказал, если к тебе придут русские, просто сдавайся и говори, что твой отец русский. И мне как-то это так не понравилось, что значит сдавайся, я живу в своем государстве, это моя территория. И я не очень хорошо отреагировала на это, просто промолчала и переключилась. Хотела иметь позитивное с ним общение какое-то. Я ему написала, и мне удалось отправить фотографии своей сестре, и она передала их отцу. А он написал ей, что очень зря, что мы на этом зарабатываем. У меня никогда не было плохих отношений с отцом. То есть не было какого-то такого момента, что он мне не доверяет, или мы не ругались никогда в жизни. То есть я человек, которого никогда не наказывали, не били, не кричали, и он мне не поверил. То есть он увидел эти фотографии, я ему описала все, что с нами происходит, он не поверил. А кто зарабатывает? Что имеется в виду? Украина зарабатывает на войне или что? У него было мнение, что я отношусь к какой-то группе людей, которые зарабатывают на фейках. Что мне предложили кто-то деньги, по его мнению, это Америка, и я решила, что для меня это как легкий заработок. Хотя мой отец прекрасно знает, что я не нуждаюсь в таких заработках. То есть, то, что дом разрушен, это что? Нет, он, знаешь, вот в каком-то таком находился, как в трансе, и он максимально переключился, он стал очень агрессивный, начал со мной неприятно разговаривать. 8 марта, это уже когда мы вышли, ко мне подгрузились сообщения. Он мне написал, просто пожелал весеннего настроения, и я не выдержала, я на эмоциях ему написала, что ты придурок, хотя я так не разговариваю с родителями. И он мне написал, ты мне больше не дочь, ты продажная, и домой можешь не возвращаться, когда наши победят, я приеду и буду жить в твоем доме. Для меня это был, шок. Я не то, что никогда не слышала такого отношения от него, я представить не могла, что вообще родительская любовь и взаимоотношения с детьми, на это способны. У меня не укладывалось в голове. Знаешь, я каждый день встречалась с какими-то трудностями, которые у меня не укладывались в голове. Как может происходить война, как могут убивать людей, как могут быть эти насилия, как отец мог от меня отказаться, как он мне не доверяет. У меня был разрыв шаблонов каждый день. Я как будто бы была не готова к этой жизни. У меня вся жизнь проходила иначе. И для меня это шок до сих пор.
Он после этого не позвонил мне, а записал звуковые сообщения. Он был сильно выпивший и наговорил мне матом кучу оскорблений про меня, про мою маму. Хотя он с ней общался все это время, нормально. Они поддерживали тоже контакт. Я как будто бы, знаешь, как будто я его не знаю. Я просто заблокировала его, я решила даже не ругаться, потому что, о чем можно говорить, если родные люди тебе не доверяют? Как я могу другим объяснить, что происходит? Я считаю, что с этими людьми даже нет смысла разговаривать по двум причинам. Те люди, которые способны сомневаться, способны критически мыслить и способны вообще разбираться и готовы это делать, они это сделают сами. Для них уже достаточно доказательств и уже достаточно людей, которые об этом говорят, достаточно и снимков и всяких документов. Те люди, которые не готовы просто психологически это принять, или те люди, у которых не хватает ума этого принять, они не примут это, даже если вы будете кричать. Я думаю, что не у одной украинской семьи есть родственники в России. Мой муж родом из Хабаровска, он родился в Хабаровске. Он этнический украинец, и сейчас у него паспорт украинца, и он сейчас в ЗСУ, в Збройных силах Украины, но родился он в Хабаровске. Деда его раскулачили, отправили без права поселения в Украине в Хабаровск. Бабушку точно так же. Она бежала от репрессий в Китай, не добежала в Китай, осталась в Хабаровске. Через 3 поколения родился мой муж. Их семья всегда была оппозиционной. В 2012 году, когда Путина выбрали президентом, они все вместе собрались, родители и 3 детей, и переехали в Украину, в Одессу. Потом я со своим мужем уже познакомилась с ним в Украине, но потом мы уже жили здесь. У него ушел не 1 год на то, чтобы получить украинское гражданство, то есть он доказывал, что он этнический украинец, Россия ему не давала выхода с гражданства. В общем, 3 года назад с горем пополам он это гражданство получил. Но это я все вела к тому, что он родился там, и у него невероятное количество знакомых, друзей, родственников, родной дядя остались там. Точно так же, как и у моей сестры, у моей мамы 2 двоюродные сестры в России, а ее 3-я двоюродная сестра живет в Гостомеле, а моя мама в Буче. Так вот, когда мы звонили, точнее, родной дядя позвонил матери моего мужа, и она ему сказала, что племянник твой, мой сын Рома, находится сейчас в Буче, это все правда? Он сказал: да, что мне рассказываете? Что мне рассказываете? Это все неправда. Когда моя мама звонила двоюродным сестрам в Россию и рассказывала о том, что они не могут найти сына, он, кстати, вышел на связь только позавчера, они не могут найти сына 2-й двоюродной сестры из Гостомеля, она говорила: это все неправда. Она говорила, что я понимаю, что ты не можешь по телефону нам рассказать правду, потому что тебя убьют, но ты не переживай, скоро придут россияне, и они освободят вас, и все будет хорошо. Когда я, находясь в таком шоковом состоянии, постила в Инстаграм, просто я кричала о том, что, пожалуйста, пусть она знает весь мир, потому что очень страшно остаться в этом состоянии, очень страшно. То есть страшно, что никто не понимает, что тебя пришли убивать. Это страшно. И я просто записывала в Инстаграм, что, пожалуйста, ребята, я записываю это видео, а у меня слышно на заднем фоне, как у меня стреляет, и я не знаю, что это, какие-то ракеты, какие-то бомбы, какая-то артиллерия. То есть шум стоит нереальный. 9 березня 2022 року. Вон щось палає. Это, наверное, Гостомель, вот тут ближе к Балановке. На поле что-то. Чорний валить. Тебя не видно на телефоне. Та воно видно десь. Там огонь вон видно даже. Так вон бачиш. А мне в ответ на это пишут: что ты из себя жертву строишь, это у нас тут плохо. Я не хочу ничего доказывать этим людям, и я не верю в то, что это возможно. Тем, кому можно было это доказать, для них уже достаточно информации собрано. Поэтому,
отвечать на эти вопросы я могу, но я честно считаю, что там предостаточно доказательств. Вы понимали, что так происходит в Киевской области, или думали, что по всей Украине так? Мы понимали, что это происходит. Мы слушали новости, мы понимали, что бомбят всю страну, но мы слышали, что самое жесткое идет в Гостомельском аэропорту. И мы понимали, что мы находимся в самом пекле. Мы слышали по новостям, что бомбили, и мы это слышали сами, что очень сильно, потому что русские от нас, они были возле нашей территории, и от нас градами бомбили. Мы не знаем, куда, мы не можем этого определить, но мы уже понимали, что от нас идет грады, и в какую сторону, в Киев или в Ирпень, или в Бучу, или в Бородянку, мы не понимали, куда, но от нас очень много было, улетало, бомбили от нас сильно. Когда с мамой пропала связь? 5 числа до 5-го ми намагалися її звідти забрати. Тобто ми шукали волонтерів, ми шукали людей, які можуть нам в цьому допомогти. Але ви знаєте, таке відчуття, наче, я розумію, що багато людей було. Але таке відчуття, ніхто, на той самий час, що ніхто навіть не відповідає. Ні на дзвінки, ні на що. І ти стукаєш, а нічого. Взагалі нічого. І ми кажемо: мам, почекай. І потім вона мені якось дзвонить, там з нею в епіцентрі залишались люди. І вона мені дзвонить і каже: все, я осталась одна в епіцентрі. А я кажу: в смислі одна? Вона каже: я і ще один там начальник її. А я кажу: так, а в смислі одна? Вас ж там багато було. А вона каже: а вони поїхали вже. А я кажу: як це вони поїхали? На чому? Як? А ти чого з ними не поїхала? А вона мені каже: там були мужчини, там не було жінок. А вона мені каже: а мені, каже, місця не хватило. І я просто, я в такому шокі. Я кажу: мам, як місця не хватило? Можна ж забрати, я не знаю, як люди їздять, в багажнику їздять, їздять в салоні, там по 3, по 5. І це мужчини були, це ж не жінки з дітьми, які там молоді, що їх треба вперед. Це, знаєте, це як сюжет з Титаніку, як лодок 5, а туди лізуть всі, але не попав ніхто той, що треба. І вона мені каже: да не переживай, зараз я щось рішу, я все знайду. Я кажу: давай зараз соберемося, говорю, ми знайдемо, ми шукаємо. Ми вже шукаємо, тільки сиди там, того що в епіцентрі, він великий і там, безпечніше буде, що вони не будуть туди стріляти. Вона каже: хорошо, і потім 5 числа, буквально в цей же день, вона мені дзвонить уже з Ірпеня і каже про те, що вона в Ірпені. Я прочитала буквально пару хвилин тому, що в Ірпені тільки запустили евакуацію, вона буде об 11-й. Я кажу: мам, там зараз, а це було 10 година ранку, кажу: там зараз евакуація буде. Ти, кажу, кидай велик. Вона знайшла велик, їй хтось дав, і вона на велику поїхала. Я кажу: ти кидай велик і біжи, там 5 хвилин буквально. Там 5 хвилин ти добіжиш, тебе заберуть на поїзді, привезуть в Київ і відправлять. І вона така каже, що... Я кажу: мам, туди не можна до нас, того що те, що пишуть, те, що, як люди виходять на зв'язок з села, те, що вони пишуть, що там твориться, туди, кажу, не можна, там вже вони стоять, і їх багато, і наших там немає, щоб тебе захистили. А вона така каже: мама, ти що, не знаєш свою маму? Каже: в тебе ж мама з усім справиться, і все мамі по коліна. І потім така каже: все, каже, мама, каже, тебе любить. Каже: давай, бо педалі крутить важко. І скинула. Я тоді волонтерила в Польщі і поїхала на зміну
на волонтерську зміну. І вже ввечері, після зміни, я почала її набирати. Телефон дзвонив, але трубки ніхто не брав. І я почала думати, що може вона десь загубила, може в неї забрали телефон. Вони ж забирають сімки, забирають карти. І, може якось так, а може загубила. І я почала додзвонюватися до сусідів. Сусіди мені не відповідають того, що глушили зв'язок. І я думаю, зараз от я вранці раненько встану, вони вийдуть на зв'язок, я в них запитаю, а мама буде там. Просто вони не виходять і мама, мабуть, вже доїхала, а вийти не може, тому що там зв'язь погана. І я їм о 5 ранку чи о 6, не пам'ятаю вже, десь о 5. Я з ними списалася, і вони написали, що мами немає. І я така, думаю, окей, мами немає. Навірно, може вона десь там залишилась, в підвалі, чи десь вона побачила ці російські танки і залишилась, її хтось забрав. Але я почала її шукати. Я по всім блогерам почала розсилати, що пропала така от жінка з такими прикметами. І мені вже на наступний день відписав чоловік, і сказав, що її застрелили. Я почала випитувати подробиці по типу, в чому вона була вдіта, чи що то була за жінка. Він каже, я не знаю, тому що мені передали хлопці воєнні. І я така думаю, добре. І тут він через пару хвилин мені відписує і описує, що вона була в курточці епіцентру на велику і з білим волоссям. Я перестала волонтерити, я відійшла на декілька днів, буквально від всього, від людей, від світу. І потім, я не знаю, напевно, так працює психіка кожної людини, яка когось втрачає. І я почала думати, що він же ж мені не прислав фотографії, та? Він не прислав ні відео, ні фотографії, нічого, значить він перепутав. Значить, треба її шукати, може її забрали десь в лікарню. Може її хтось забрав до себе додому, ранену. Хай ранену, хай без ноги, хай без руки, але живу. І я почала опять її шукати. Я її шукала більше місяця. Не більше, брешу, вибачте. Менше місяця шукала, може днів 20 чи скільки там пройшло. І на її день народження мені присилають відео. 1 числа, 1 квітня присилають відео, там, де лежить мама. Поряд з велосипедом. І я бачу це відео, бачу маму. У мене відразу таке в голові, це що вона там лежала цілий місяць? Потім я одразу почала дзвонити, я знайшла того мужчину, що дав їй велосипед, і я чогось почала дзвонити цьому мужчині і казати, а можете сказати, це ваш велосипед? Я скинула йому відео подивитися, а він такий каже, мій. І мені кажеться, що якщо б він сказав, що це не його, я б сказала, що це не моя мама. І тоді я її поховала другий раз. Але тіла ми досі не знайшли. Так, получается, что вы до сих пор не видели тело мамы или уже прислали? Відео 1 квітня прислали, як вона лежить мертва. Але після того я почала дзвонити на гарячі лінії, шукати зв'язок. Тобто я ж знаю цю місцевість, я знаю, що це за вулиця. І я почала обдзвонювати з сестрою всіх, хто може допомогти забрати. Тобто я дзвоню на гарячу лінію в Бучу і кажу,
Скажіть, будь ласка, я знаю, що от я шукала її, да, я залишала у вас заявку. Я знайшла її, я знаю це місце, чи можна якось її забрати звідти. Тобто ми приїдемо, ми заберемо, але ну, як туди доступ оформити, так? Тобто як прийти, як забрати. І вона мені така каже, а де вона була зареєстрована? І я кажу, ну ми взагалі Ірпінська громада, рахується наше село. А вона каже, так дзвоніть в Ірпінь. Я кажу, так лежить же ж вона у вас в Бучі. А вона каже, ну, дзвоніть в Ірпінь, того що вона з Ірпінської громади. І я кажу, жіночка, ви, напевно, не зрозуміли. Кажу, я не шукаю маму, я її вже знайшла. Кажу, мені треба забрати тіло. На що вона, типу, каже, ну ви можете заповнити Google форму, і ми вам допоможемо, але треба дзвонити в Ірпінську громаду. І я вже зірвалась на неї. Я не пам'ятаю дослівно, що я їй казала. Но посил був таким, що я за цей місяць стільки цих Google форм заповнила, і мені досі ніхто не подзвонив, ніхто не сказав, що хоча б її шукають. А тепер, коли я її самостійно знайшла, мені її не дають, того що треба знов заповнити якусь Google форму. Тоді ми дозвонились, коли вже в Ірпінь, нам сказали, що зателефонуйте в понеділок, що типу в понеділок ви зателефонуєте, ми туди дійдемо, того що все заміноване і це дуже далеко. Я кажу, окей. Ми в понеділок телефонуємо, ніхто не бере трубки, відписують нам смс, що наберіть мене в вівторок. В вівторок мій батько пішов на те місце і каже, а мами там уже нема. І тільки тоді я почала знову просити всіх піднімати з сестрою для того, щоб її знайти, куди повезли тіло. І знов ніхто нічого не знає, знов треба заповнювати якісь форми, знов треба когось просити, щось комусь казати, щоб знайти. Нам допомагають журналісти зараз, але теж поки що безрезультатно, тому що дуже багато дітей, дуже багато жінок і дуже багато чоловіків мертвих зараз в різних точках Києва та області, тому поки що нічого не відомо. Я просто думаю про те, що зараз, як ми її знайдемо, це виходить, що я її буду ховати третій раз. Ну, я не знаю. Це якось так звучить, як історія, знаєте, написана для людей, щоб якось відволікти. Не знаю, якось якесь оповідання, но точно нереальне. І мозк досі не може прийти до того, що це реальність і що щось треба робити далі. Тобто в мене є тільки зараз, у мене немає слова «далі» поки що. Де все це время папа був? В окупації, в селі. Вона їхала додому. Вона їхала з Києва, вона їхала на велосипеді додому, вона не доїхала 15 хвилин. Вона їхала додому для того, щоб відчути себе в безпеці. Тому що для кожного, мені здається, що для кожної людини дім – це безпека. Але не доїхала. Вините тих людей, які не взяли з собою в машину маму? Так, всіх. Ти просто шукаєш когось винуватого для того, щоб не винити себе. Тому що якщо знайдеться хтось винуватий, це буде легше, тому що він чужа людина і легше всю злость зігнати на нього, чим оставатися з цією злостю внутрі, що в тебе не було суперсили і ти не змогла її сама спасти. А ти постійно про це думаєш? Я постійно про це думаю, що я повинна була зробити все, і що я зробила недостатньо для того,
для того, щоб вона жила. Ви знаєте, зараз всі звинувачують Росію. Звісно, я також звинувачую, але чогось образа і біль, і оце самоцькування, воно блокує цю агресію до них. Того, що ти думаєш, що да, вони погані, але ж, а може ти б могла б, забрати? Може б ти б могла б остатися з нею разом? І мені здається, що якщо б я осталась з нею і ми померли вдвох, тоді було б набагато простіше. Тому що коли я дізналася, що вона померла, це, знаєте, таке відчуття, коли ти помер всередині, а тіло чогось хоче. А тіло дихає, тобі важко дихати, тобі важко двигатися, тобі важко лежати, тобі важко спати. Ти просипаєшся зі сльозами від того, що ти проснувся, що ти дишиш. А какие были чувства, когда уже третий раз увидели маму и вот эту фотографию с маникюром? Я подумала, коли я побачила руку, я подумала, чого фотограф не зробив фотографію повністю. Бо мені так хотілося ще чуть-чуть її побачити. Ви розумієте, для кожного, от мені українці зараз пишуть, і я дуже їм дякую, тому що дуже велика підтримка, дуже велика, колосальна для мене. І вони всі діляться своїми історіями. Ті люди, особливо, які втратили когось, так само, як і я, вони розділяють почуття зі мною. І, для них ця рука, вона не є рукою смерті. Вона стала рукою якоїсь свободи і життя, прагнення до життя. Того, що вона навіть з учетом того, що вона мертва, ця рука, таке відчуття по фотографії, наче вона жива, і вона може тебе взяти за руку і провести до перемоги і, мені здається, до безпечного місця. Я не знаю, чого я так... от для мене саме так. Самое жуткое потом началось, когда к нам начали они уже заезжать на территорию. То есть у нас есть въездные ворота, и есть сетка, которая еще такая прозрачная. Они, получается, сначала въехал первый танк. Он не поехал через ворота, он поехал в объезд, он поехал через эту сетку. То есть он там столбик этот проломил, напрямую через лес подъехал. Это было очень ужасно и страшно, потому что он заехал на территорию, дуло танка двигалось. Мы когда видели это через окно, это было страшное зрелище, потому что мы не понимали, будет он сейчас стрелять по домам или нет. То есть у нас была уже страх, что сейчас нас начнут просто стрелять по домам, по нас. Вот они сразу заехали и сразу вышли. 4 человека было. Они разошлись в разные стороны. Они были вооружены, с оружием, и 2 подошли к нам к дому. То есть они ходили по домам, но там первые дома людей не было. Один дом, он был с большим забором, там была женщина, ее дочь и ребенок, они были в погребе, они не слышали. То есть они туда постучали, никто не открыл, они вокруг походили, пройти не могли, пошли по следующим домам проверять. И подошли к нам, начали стучать в дом, естественно, нацелили оружие. Муж мой говорит, я пошел. Он вышел, он открыл дверь, поднял руки вверх, показал, что он безоружный, сказал, ребята, здесь один я и 2 женщины, 1 ребенок. Они на нас посмотрели, сказали, то есть никто не заходил в дом. Тогда первые, которые пришли, они не заходили, они говорили, нам нужна вода. А мы говорим, у нас нет электричества, мы не можем вам дать воды, у нас нет электричества. А они говорят, разве что попить, сколько вам нужно.
Они говорят, кубов 5, ну то есть 5 тонн воды. Мы говорим, мы не можем вам этого дать, и у нас тут нет воды такой возможности вам давать. Хотя, ну, ничего никто не спрашивает. Потом я вышла и сказала, ребят, скажите мне, пожалуйста, для чего это все? То есть мы с вами общаемся на русском языке, я на русском разговариваю, вы пришли, вы на русском разговариваете. Что вы здесь делаете, что вообще происходит? Пожалуйста, объясните. Ну, то есть у меня такая была, как слезы пошли, все, а они сказали, извините, извините, извините. Извините, простите, и ушли. То есть я говорю, мы испугались, вы заехали техникой, а они говорят, мы сейчас уедем, все. И они ушли. Это были самые-самые спокойные, мирные, которые заехали. Потом к нам на следующий день заехали следующие. Они были более такие жесткие и агрессивные. Они уже зашли, начали ходить по территории, начали проверять, кто здесь, где, как, заходить по домам, рассматривать все, рассматривать, кто-то есть, нету, и расспрашивать, кто вы здесь. Я тоже самое спрашивала. Ребята, мы же русские, украинские, мы же всегда дружили, мы разговариваем на одном языке. Почему вы здесь? Нам никто ничего не ответил, сказали, мы вас пришли защищать. Я говорю, от кого вы нас защищать пришли? Мы вас пришли защищать от вашей власти. Я говорю, у нас все нормально с властью. Нам дана команда вас защищать. Все. И после того, как они ушли, буквально через час, почему-то по нашему коттеджному городку начали бомбить сильно. И это был день, это был обед, и одна бомба упала в баню. Разбомбила баню, полетели осколки, осколки разбили в доме, потому что баня напротив дома, стекло, и уже в доме находиться, уже было на улице очень холодно, в доме находиться было невозможно. В доме было очень холодно после этого. И мы вынуждены были переместиться в соседний дом к нашей соседке, которая была у нас. То есть уже о тепле не было речи. Какое количество русских солдат к вам заходило, с которыми вы разговаривали? Очень много. Я не могу. Сначала вот эти 4, потом 6 человек заезжала техника, потом еще заезжали. Они были уже более агрессивные. Потом заехали пьяные, человека 4. Да, человека 4. Они были пьяные, неадекватные. Они стреляли по окнам, выбивали дверь. Они просто на большой грузовой машине заезжали, посмотрели, где кто есть. Там в тех домах, кто был, пока они не трогали дома, не разбивали. Где не было, они разбивали стекла, стреляли. Вытаскивали оттуда все имущество, которое могли, выносили, велосипеды, очень удивительно. Вы это видели? Да, мы это видели собственными глазами. Они нас сильно не стеснялись. Они выносили ящики там какие-то, то есть все, что они хотели, все, что им нужно было, все они брали из дому и выносили, грузили на этот автомобиль. Все загружали, грузили. Они были в полном неадеквате, они зашли к нам в дом и сказали, нам дана команда убивать, расстреливать цивильных. Но мы такие хорошие, так и быть, мы вас пока не убьем. Тогда было очень страшно. Это было жутко, страшно. И один подошел, говорит, ты ко мне приглянулась, поедешь с нами. На что я сказала, нет, я не могу, вы что? Начала просить, у меня ребенок, пожалуйста. Я очень тогда сильно испугалась. Он спросил, какой у меня возраст. Я сказала, что у меня чуть ли там не 50 лет, я очень старая и так дальше. И таким, он что-то там переключился, был занят и пошел. Они зашли, сказали, спросили, есть ли виски или водка. Там было виски, они взяли виски с собой. Прямо при нас начали распивать это виски.
Потом спросили, в каких домах есть люди. Мы сказали, там дети, пожалуйста, не трогайте. Нет, там мужчины, там дети, там дети. Мы объяснили, в каких домах, ну и они пошли дальше. При этом всем просто расстреливая все дома, стреляя по всему, что видят. Они постреляли наши машины, которые все, ну, у нас 4 машины, 3 машины они постреляли полностью, просто 4-я была спрятана, ее видно плохо было. Она маленькая, ее за навесом не было видно, потому они не могли. Они просто вот шли вот так и стреляли по домам, залазили в дома, грузили все, особо не стеснялись. И мы уже, так как уже у нас было холодно очень в доме из-за того, что упала мина и разбились стекла, и дом охладел, мы были уже у соседки, мы были уже в одежде, одетые, грелись там, и они зашли в наш дом, они объяснили на Сереже, сказали, и нам сказали, вы ляжете на пол и будете лежать, и не будете вставать. Если вы встанете, мы вас убьем. Естественно, мы легли на пол, Сергей мой хотел, рвался. Я говорю, Сереж, ну ты один, они вооружены, ничего ты не сделаешь, нас просто расстреляют. Пожалуйста, я его еле успокаивала, или еле, ну, как бы держала в руках, потому что он хотел с ними, ну, воевать, бороться. И они пошли в наш дом. И там у них какая-то то ли перепалка, то ли перестрелка произошла. И они одного подстрелили между собой. То ли у них поругались они, то ли что. Мы не знаем, мы не видели. Но когда после того, как уехали, я пришла, а там был весь дом в крови. То есть на 2-м этаже в детской, по ступенькам, по всему дому была кровь. Вот. Но когда они там походили, пособирали вещи, погрузили на грузовой автомобиль, они еще зашли к нашему соседу. Зашли к нашему соседу, где было много детей. У соседа было 2 машины, одна новая Lexus. Они сказали, хочешь жить? Отдай ключи от машины, отдай нам эту машину. Нам нужна твоя машина. Ну и, естественно, он вынужден был дать ключи. Ну, хочешь, чтобы твои дети жили, и ты. И они забрали эту машину, написали на ней букву «В», погрузили вот этого постреленного своего товарища, подъехали к нам, мы уже не выходили, вышла наша соседка, потому что она говорит, давайте вы посидите, я постараюсь с ними дипломатически как-то поговорить, иначе, Сережа, они тебя вот готовы убить, потому что они то руки проверяли, то его на улицу выводили, то заставляли рассказывать, где он, что он, кто он такой. И соседка, когда с ними разговаривала, они сказали, что вот этот парень, который вроде как раненый, он сам себя подстрелил в ноги, чтобы его сейчас как раненого отправили домой. Но мы знаем, что наши никто его не отправит, его просто прибьют здесь где-то бросят. Но мы завезем его к нам на базу. И они погрузили в этот Lexus его. Я так поняла. Мы не видели, в каком он состоянии был, но уже потом, когда они уехали, мы видели кровь, которая из нашего дома была до того места, где стояла машина. Когда они уехали, грубо говоря, они пробыли почти целый день. Каждый раз, при каждом приезде их, мы очень переживали, боялись. Одни заехали, вообще ворота разломили, прям в ворота заехали танком, особо не стеснялись, не ехали в объезд, хотя ворота были закрыты. Почему они именно к вам заходили? Это что, предыдущие передавали, что вы там есть? Или у вас так расположен дом, что вы первые? Я не понимаю. Наш коттеджный городок так расположен, что его хорошо видно. Он как раз стоит на перекрестке, где поворот на Бородянку, на Гостомель и Блыстовицю, которая в Бучу едет. То есть мы как раз на этом перекрестке видно хорошо наши дома, наш коттеджный городок. Вы видели российских солдат? Вы общались с ними? Видели, как расстреливают местных жителей, мирных? Когда они успевали забирать девушек, насиловать их? Ні, такого я не бачила.
Розумієте, я виїхала рано. Оце мене спасло, що я виїхала 10 березня. Вы думаете, что они эти зверства творили после, да, уже? Ну, розумієте, тут, мабуть, ще повезло те, що я не лишилася сама вдома, сама в квартирі. Адже уже коли в нас є чат там у Телеграмі, що писали, що іменно мій під'їзд ходили, скривали вони. Це вже я після того, як виїхала, десь днів через 5, вони ходили. І тобто, я думаю, якби я сама була в квартирі, ну я не знаю, що мене могло чекати з моїми доньками. Просто я думаю, що це так. Ну, це дійсно так, ви подивіться на. Ну, я просто як подивилась, наприклад, тих чоловіків і жінок, які залишились там, це всі були вже такого. Я не можу навіть сказати, що пенсіонери, наприклад, убили з нами був чоловік, Саша, здається, Саша, да. І він свою сім'ю евакуював, доньку і жінку, а його застрелили. Його застрелили, бо він пішов по воду. Це було десь, я як виїхала, днів 5 уже, ну, після того, як я виїхала. Багато кого вже просто розстріляли. Кого я знала, моїх сусідів, наприклад, теж я знаю, що писали там, ой, ви знаєте, Сережу сьогодні застрелили там. Ті, хто залишався старенькими батьками, їх розстрілювали просто. Навіть жінок, які там готували кушати, от я знаю за одну з нашого там теж дому, от вона не спіла, коли вони заїхали до нас у двір танками, це писав один сусід мій, він був із самого початку, я так розумію, там з батьками, в нього з мамою проблема, вона лежача, ти ж не залишиш своїх рідних, якщо і немає змоги евакуюватися, ти ж і немає змоги, ти ж не залишиш рідних. І він там був до самого кінця, але вже вони евакуювалися, і от коли він розповідав, що вона не встигла забігти в під'їзд, вона просто готувала обід на вогнищі. Все, вони її застрелили. Уже не дивилися, кто. И когда уже в очередной раз заехали следующие, я уже со счета сбилась, сколько человек туда заезжало. Они заехали 8 числа и сказали, мы здесь будем останавливаться в ваших домах. Мы рекомендуем вам сейчас уехать отсюда. На что мы спросили, ну мы же, если уедем, вы же нас постреляете, как нам уехать? Вы проведите нас, расскажите, как уехать. А они сказали, ну собирайтесь, может быть, мы вас до Бородянки проведем. Мы начали собирать вещи, собираться, и потом я подошла к одному и говорю, я вижу, что они какие-то, так, просто они пытаются нас оттуда вытолкать. Я подошла и говорю, у меня маленький ребенок, пожалуйста, скажите правду, мы сможем проехать или нет там, где, вот, потому что там полностью ваши заходили, здесь стреляли, есть и пьяные, есть неадекватные. Он постоял, подумал, отошел от меня. Я услышала, как второй подошел к нему и говорит, слушай, не бери грех на душу, пусть пока не едут. Они что-то там ушли, походили. Я очень сильно перенервничала в этот момент. Я уже не знала, что мне делать. Собирать вещи. Они нас либо вытолкают, либо убьют, либо просто вытолкают туда, там нас расстреляют. Это уже было очень страшно. И подошли, они потом сказали, ой, отбой, ехать пока опасно, ну давайте пока отбой, пока не едьте. То есть и мы не уехали 8 числа, хотя уже все домики начали собирать вещи, ну во всех домиках все люди начали собираться, заводить машины, уже планировали уезжать. То есть вы думаете, что все солдаты знали, где будут расстреливать? Да. Было видно и понятно, что да. Было видно, понятно, что им абсолютно на нас плевать. Они говорили, что мы все равно здесь будем останавливаться, в ваших домах мы будем поселяться, и мы здесь будем окапываться и так дальше. Они не стеснялись особо. Они говорили, что здесь будут останавливаться. 4 дня мы не были на связи, наши родственники уже не знали, что и думать, они уже думали самое плохое. Мы как-то случайно нашли на территории связь,
обязательно напомню о том, что бомбили постоянно, бомбили 24 часа в сутки, остановок вообще не было, громыхание, вертолеты, это все постоянно было. То есть в этом эпицентре мы были. И для того, чтобы отправить сообщение родственникам, где мы нашли случайно связь, это было так, мы писали слово «живы», пытались как-то телефон подкинуть вверх, чтобы смс-сообщение ушло. И мы видели, что смс-сообщение ушло, но мы не понимали, получили наши родственники сообщение, не получили. Но уже потом, когда мы выехали, мы с ними разговаривали, они объяснили, что приходили смс, там раз в день, живы, мы между собой созванивались, объясняли всем, то есть, что вы живы, все хорошо. Мы случайно услышали по радио, что зеленый коридор в нашем регионе, а до этого я звонила всем, наши телефоны дали в колл-центры, что здесь мы находимся, мы живы, и мы ждем помощи. И мне как-то, я не знаю, как без связи, на телефон пришло подпись «Украина», что мы знаем, что здесь мы будем вас информировать. И номер колл-центра. Потом мы по радио, который вот старый телефончик, услышали, что есть коридоры. У меня был телефон колл-центра, мы уже вышли в зону, где было очень опасно, но позвонить нужно было, но там была связь. И мы позвонили и спросили, действительно ли это правда, что сейчас будут зеленые коридоры? На что нам подтвердили: да, с 9 часов до 9 вечера 9 числа будут зеленые коридоры. Встречаться в Гостомеле, то ли Мирная, то ли Мира, я уже не помню, улица, такой-то дом. На что мы быстро начали собираться. Ну, нам дали инструкцию повесить слово «дети», если есть дети, простынями белыми, какими-то полотенцами привязывать к автомобилю. То есть нам провели инструкцию, как и куда ехать. Мы собрались, все, у нас была колонна 4 машины. Еще в один домик мы не достучались, и во второй тоже, потому что люди сидели в подвале, они не слышали ни без связи, ничего были. Но у нас было на сборы 5 минут. То есть если бы мы в течение этих 5 минут не собрались, неизвестно. Когда мы уже собрались, повыезжали со дворов, встали на дорогу, к нам начала заезжать вот нагло техника, танки русские, все, они видели, что мы собирались, они спрашивали, мы говорили, мы уезжаем, потому что нам объяснили, что есть зеленые коридоры. Нас пока не трогали. Мы выехали, поехали в сторону Блистовиці. Мы приехали, так называемый ихний пост был, сидели, стоял БТР, по-моему, ребята сидели, мы сказали, нам объяснили, что перед каждым танком или перед каждой техникой желательно, во-первых, скорость, чтобы была маленькая, 30 км в час. Мы, чтобы выходили, показывали, что мы мирные, показывали, что, ну, то есть выходили с машины, показывали, что это мирные люди, чтобы нас пропускали по зеленому коридору. Мы остановились, вышли, сказали, что нам дали информацию, что зеленый коридор. И эти ребята нас пропустили. Мы проехали дальше центр Блистовиці, проехали там поворот возле церкви, там еще одни стояли. Мы остановились возле них, тоже вышли и сказали, что нам объяснили зеленые коридоры, на что они сказали: нам никто про зеленые коридоры не говорил, мы вас не пропустим. Мы начали с ними беседовать, ну а что, а как, ну то есть пошел муж, там девочки разговаривать, ну выяснять, а как, а куда позвонить, ну позвоните, узнайте, ведь наши украинцы договорились, что для мирных жителей вы даете зеленые коридоры и так дальше и тому подобное. Пока не разговаривали, я разговорилась, ну, часть людей ходила вокруг колонны, смотрела, что, как, проверяли машину, заглядывали, что мы везем, не везем. Ну, и один подошел, посмотрел машину, и я говорю: скажите, пожалуйста, вот что вы здесь делаете, почему вы сюда приехали? То есть это уже был такой зов души. Они говорят: мы приехали вас освобождать. Я говорю: вы знаете, пока вы сюда не приехали, мы здесь очень хорошо жили. Вы сейчас приехали, от чего вы нас освобождать? От вашей власти, они говорят. Я просто уже устала эту историю слушать, освобождение. Я им всем объясняю, что нас ни от чего освобождать не надо.
но не мы приехали вас освобождать, вы ничего не понимаете. Нас не пропустили на этом посту и сказали, разворачивайтесь, если вы хотите уехать, разворачивайтесь в сторону Белоруссии, и если вы хотите уехать, только через Белоруссию. Но мы понимали, что у нас выхода нет. Наша колонна развернулась, и мы уже ехали в Белоруссию. Когда мы ехали в Белоруссию, это была от Блистовицы до Бородянской трассе, мы просто были в ужасе. Стояли на обочине машины мирных людей, были трупы, были поджженные машины. Видно было, что там люди горели. Это было как фильм ужасов. Это просто я смотрела, ехала и плакала. И мы ехали в сторону Беларуси, но мы не понимали, куда мы едем. Мы понимали, что Беларусь — это не выход. Мы понимали, что там русские, мы понимали, что это, то есть это просто самоубийство. И напротив нас ехал БТР, и ехало 2 машины, тоже с табличкой детей. Сзади еще ехал танк, то есть они между танком и БТРом ехали. У них была тоже табличка дети, тоже с простынями, но, скорее всего, они тоже понимали, что это зеленый коридор, и ехали. Получается, мы навстречу им. Мы вышли, попросили остановиться, жестами показали. Они остановились, наставили дуло, конечно, на нас это было тоже страшно. На что парень, который наш украинский, он сказал, мы едем с Бородянки, мы знаем, как проехать по зеленому коридору. Мы попросились пристроиться, мы пристроились и поехали уже за ним. То есть мы не поехали к тому посту, который пропустил нас, мы поехали в центре Блистовицы, мы поехали вокруг Блистовицы, то есть в Гостомель, на вот эту улицу Мирная или Мира. Там был длинный мост, перед мостом мы остановились, и каждая машина проезжала поодиночку через длинный мост, через речку, и они полностью залазили в машину, полностью проверяли все. То есть таможня — это ничего не сказать, это хуже таможни. Заставляли включать телефоны, вытирать какие-то фотографии, которые не нужны, смотрели переписки и так дальше. То есть они полностью проверяли. Мы видели, что с соседних сел к нам тоже подъезжали машины, и с нас уже там на том месте образовалась колонна где-то из 100 машин. Вот. И таким образом мы уже с такой количеством машин поехали по этому коридору зеленому. Скажу, что мало кто знал вообще про этот эвакуационный поезд. Когда я узнала о нем, утром я сказала о нем мужу. На этом поезде мы знали, что вывозят только женщин, детей и стариков. Поэтому, когда мы начали говорить о том, что туда нужно как минимум доехать, у меня муж не местный, и было принято решение, что везет нас отец, меня, мою маму и моего брата. В тот момент мы все решили буквально за, возможно, минут 5. То есть это было, мы утром встали, мы узнали о том, что сегодня есть эвакуационный поезд. Будет он там образно через 1,5 часа. И нам пришлось быстро собраться, принять решение, быстро собраться, поехать к родителям, забрать часть маминых вещей, хоть каких-то документы какие-то, потому что брали тогда какие-то минимальные с собой документы. Они когда родители к нам приехали переждать время, они не думали, что будет все настолько серьезно дальше развиваться. Мы начинаем ехать, и потихоньку наши соседи там плюс-минус, я так смотрю, выходят немного из дому, хоть и стреляют там где-то, но выходят из дому и смотрят, как обстановка, скажем так. То есть это не прогулка, это выйти из калитки, посмотреть направо-налево, возможно, покурить и зайти назад в дом. То есть это не прогулки. И когда мы ехали через центр Бучи, я немного тогда была в шоке. Вот тогда я увидела то, что я видела на фотографиях вчера, позавчера и так далее. Я увидела сгоревший 5-й этаж возле дома родителей, разбитые окна на обочинах, подбитый дом родителей, многоэтажка. Вот та красивая Буча, которую мы могли наблюдать все время, живя там,
ее как будто в момент не стало. Вот я такое ощущение, будто ехала вот, то ли это был сон какой-то страшный. Я смотрю, и у меня просто катятся слезы. Мы приехали, собрались, сели в машину отца, и он нас повез. То есть я с мужем попрощалась в надежде его опять увидеть, в принципе, потому что это было страшно. Уезжать без мужа на то время, на 7-м месяце беременности. Я когда складывала свой чемодан, я захватила, у нас еще немного вещей было для ребенка, и я захватила просто на всякий случай 2 бодика, которые я купила первые, и в надежде, что они мне не пригодятся. Мы сели тогда в машину, я попрощалась с мужем, и отец нас повез. От Бучи до Ирпеня ехать буквально минут 15, в принципе, это там со всеми остановками там и так далее. И когда мы проезжали еще в Буче, мы услышали выстрелы, и буквально через минут выстрелы, я не могу описать их, я не совсем разбираюсь в технике, но это слышно, что это небольшие какие-то, небольшие взрывы, небольшие калибры, я не знаю, как это правильно, а что-то мелкое. И когда мы как раз были на границе между Бучей и Ирпенем, мы увидели машину, гражданскую, обыкновенную машину, такая, как у нас, на аварийке с открытыми дверьми, с простреленными окнами. Я не знаю, сейчас я уже не могу вспомнить. Я помню, что это была просто черная машина с открытыми дверьми на аварийке. То есть это было вот только что. И, возможно, то, что мы слышали, эти выстрелы, это, возможно, как раз была эта машина. Я посмотрела на это, у меня слезы, я в машине не пристегнулась, а немного как скатилась с места, для того, чтобы, если вдруг, не дай бог, будут стрелять, чтобы я была ниже окна. И мы таким образом выехали, слава богу, в Ирпень. Отец улочками нас провез на вокзал. И мы приехали, вышли, и там толпа людей. Толпа женщин, детей и стариков. Отец сказал, что наберете меня, как только вы сядете в поезд, чтобы я мог спокойно уехать. То есть он все это время сказал, что я вас буду ждать на случай, если вы не сядете. Мы стояли где-то несколько часов в очереди. Сначала пропускали детей, младенцев, грудничков с мамами. И так набрался первый поезд, и он уехал. Дальше сказали, следующий поезд ждем. И начали пропускать уже детей постарше и беременных. И так я, можно сказать, разделилась с мамой и с братом. То есть они остались в толпе, меня уже отправили на перрон. Когда я вышла на перрон, мы все ждем поезда, его все нет и нет. И тут начинается обстрел. Сначала мы услышали взрыв где-то, может быть, в 500-700 метрах от вокзала Ирпенского. Увидели большой столб дыма с одной стороны Ирпеня, переезда. Потом, через буквально пару минут, со второй стороны переезда какой-то взрыв, опять большой столб дыма. Там же ходили наши... не знаю, это вояки или просто ТРОшники, ребята, которые тоже обеспечивали нашу безопасность, да. Вот. И они сначала сказали, все нормально, ничего, ждем. И буквально через пару минут начался такой, как мама потом рассказывает, я этого не увидела, потому что стояла спиной, над толпой людей, которые были возле вокзала, пролетает что-то, падает в метрах 200 от них и взрывается. То есть, что именно это было, непонятно. Куда целились? Не то, что... Понятно, куда целились. Но, слава богу, не попали. Потому что в той толпе стояли моя мама. Тогда вояки начали кричать, что все в укрытие.
Я смотрю, там как бы единственное... Во-первых, я в Ирпене не знаю, где укрытие. И я смотрю, все люди кинулись в переход подземный. И как бы все уже стоят, тут все люди уже стоят вот при входе в переход. Я понимаю, что как бы мне некуда идти. Какое укрытие? Это будет не укрытие даже не от дождя. И я начала я испугалась, начала бежать в сторону толпы, которая потихоньку уже рассасывалась, тоже испугалась. Кто-то побежал домой, кто-то, наоборот, остался там. И я слышу, что меня зовет отец. Я выхожу, папа говорит, садись в машину, мы едем другой дорогой. Были взрывы, отец подбежал к воякам, к нашим, спросил, что мне с ними делать, куда мне их везти. И они сказали, едьте на Романовский мост, там они смогут перейти. То есть вы оставите машину, они перейдут, и их увезут на Киев. Про этот путь я вообще не знала. То есть я узнала о нем, вот, грубо говоря, в Ирпене. Если бы я знала о том, что такой путь возможен, и там вывозят всех, возможно, я бы поехала с мужем. И я была бы не одна здесь. Ну, не то, что не одна, но без все-таки поддержка мамы, поддержка мужа – это разные вещи, будучи беременной как минимум. Тогда отец подобрал еще пару людей, которые туда же бежали, в ту сторону. Были уже такие активные взрывы, и мы приехали туда, попрощались, обнялись и пешком под этим мостом переходили. Нас посадили в машину. Это была какая-то военная машина, типа полицейского бобика. И повезли нас на Киевский вокзал. Так мы добрались до Киева. Мы планировали ехать в одну сторону, в один город. И мы смотрим по расписанию, там есть 4 поезда. Думаю, в какой-то мы точно сядем. Но когда мы зашли на вокзал и увидели количество людей, которые хочет выехать, мы были, мягко говоря, в шоке. Мы когда объявили поезд на Львов, мы увидели количество людей, и поняли, что надо караулить не просто где-то, а быть где-то плюс-минус посередине всех перронов, для того, чтобы первыми спуститься на перрон. Скажем так, в 2 поезда на тот город мы не сели. Мы даже не подошли к дверям. Настолько было много людей. Сортировка, скажем так, тех, кто может выехать, была такая. Стоит табун людей возле двери вагона. Проводник выдирает вот так вот ребенка с толпы, ставит его назад и говорит, чья мама? Где мама? Мама поднимала руку, и только после этого вытягивали маму и садили ее в поезд. Мы поняли, что мы не уедем, у нас нету маленького ребенка пропускного билета, и мы так пропустили один поезд, так провели глазами другой поезд, и тогда мы стоим уже на часах 7 вечера, и мама говорит, давай уже не ждать поезд именно в этот город, давай просто садиться на любой поезд на запад, а там разберемся. Так уже стемнело. Тогда на вокзале не включали вообще свет. Я так понимаю, как раз это как маскировка. Подсвечивалось, получается, только табло с номерами поездов, где они стоят и в какое направление. И в один момент мы стоим, уже очень много людей, мы понимаем, что если мы сейчас никуда не уедем, нам придется ночевать на вокзале. Ночевать на вокзале еще 1,5 месяца назад, это ты, в принципе, даже спокойно можешь лечь в проходе, поперек всего прохода, и нормально. Ночевать на вокзале месяц назад, это ты не можешь стоять, потому что негде стоять. И в какой-то момент кто-то где-то сказал, что что-то там на каком-то там перроне. Это знаете, как я не знаю, каким образом, пошли мы на тот перрон.
На табло ничего не светится. То есть я думаю, куда мы идем? На табло ничего не светится, никто ничего не объявляет. Мы спускаемся на перрон, а там стоит электричка. Мы заходим в вагон, спрашиваем, какое направление электрички. Они говорят, на Львов. Мы такие, точно на Львов? Ну, иначе кажут, что на Львив. Мы такие, страшно уехать на электричке в сторону Чернигова. Мы ж давай искать машиниста. Нашли машиниста, он подтвердил нам, что это электричка на Львов. И мы сели в простой электричке, в сидячем положении. Потом эта электричка таки набилась, потому что ее в самом конце объявили, когда уже люди стояли в проходе. То есть кто-то знал про нее, возможно, также ею уезжали вчера, позавчера кто-то, и друг другу передавали информацию, как я потом передавала информацию своим друзьям. Кто-то вот так после объявления бежал на эту электричку, на этот перрон. И мы ехали в районе 10 часов, и были люди, которые 10 часов стояли. Дети спали в проходах. У нас был спальник, мы как бы дали свой спальник, потому что людям где-то хотелось сесть хотя бы. И я лично такого никогда не видела. Я не представляю, что такое стоять 10 часов. Я не представляю, как эти люди... Это насколько мы все хотели выбраться, насколько мы все хотели остаться в живых. Вот с таким путешествием, если это так вообще можно назвать, мы выехали из Бучи, из Киева. Слава Богу, за один день. На данный момент у меня в Буче остался только дедушка. Вчера вечером мы узнали о том, что он жив. До этого, с 11 марта, у нас не было вообще никакой связи с ним. 11 марта мы узнали, что он был жив от наших соседей, которые выезжали и общались с ним, уговаривая его выехать. В день, когда нас отец вывез, у меня дома остался мой муж, мой брат, которому 20 лет, дедушка, с которым мы жили. И также в Буче еще были бабушка с дедушкой по линии отца. Когда отец нас вывез в Ирпень, в этот же плюс-минус момент русские поставили свой блокпост плюс-минус там, где как раз была расстреляна машина. Это на границе между Бучей и Ирпенем. Моему отцу сказали в Бучу не ехать. Вы в Бучу не въедете. Либо не въедете, ни живым, ни мертвым. Он остался в Ирпене тогда. Вот как раз вечером мы уже в поезде едем. Папа пишет, что у меня нас выключили свет, у меня садится телефон, и через 5 минут пишет, у нас по улице едут танки. И это последнее сообщение, которое мы от него получили тогда. 9 числа как раз мы приняли решение с мамой выезжать за границу. Утром мы уже были на территории Словакии. У меня еще ловит наша украинская связь. И я смотрю, в бучанских чатах пишут о том, что сегодня официальная эвакуация, и можно присоединиться на машине. Эвакуация до Киева. Я звоню мужу, пишу мужу, звоню мужу, понятное дело, связи нет. Я пишу ему смс, и я понимаю, что он уже выключил телефон, потому что я еще была на территории Украины, он мне писал, что у нас все хорошо. И мы не можем к ним дозвониться, то есть никак никто, связи нет, смс-ки не доходят. У меня начинается паника, что я сейчас выеду, а мои даже не узнают о том, что у них есть возможность как-то выбраться. То есть все передавалось как? В интернете, через Ирину Верещук, которая тогда, по-моему, как раз и давала этот брифинг по гуманитарным коридорам. В общем, мы дозвонились к отцу, который уже на тот момент был в Киеве. И папа говорит, сейчас мы все сделаем. Он начинает писать своим друзьям, которые на тот момент еще были в Буче.
дописался к какому-то из своих друзей, который сказал: я к ним приеду, им сообщу. Они тогда узнали про эвакуацию. Он говорит: мы собрались за 3 минуты, мы сели в машину и стали. Стали в плане в очередь для того, чтобы выехать. Очередь была такая огромная, что дорога из Бучи в Киев у них заняла 15 часов. Они выехали в 11 утра из дома, забрали, муж с братом был, забрали бабушку с дедушкой, нашу собаку, а дедушка, с которым мы жили, он сказал: я никуда не поеду, это мой дом, я буду дома. Мы ему объясняем, что, муж объясняет о том, что вы понимаете, что война, вы понимаете, что здесь происходит и что может произойти. Вы понимаете, что вот мы слышим постоянно эти взрывы, они могут дойти вот просто до дома. И дома не станет. На что дедушка сказал наотрез: я никуда не уеду. Итак, мой муж смог выехать из Бучи. Они ехали, там эти все дороги, они были как-то прописаны. Я не знаю, какой именно они дорогой выезжали, потому что они потом менялись несколько раз, эвакуационные эти. В тот день как раз не пустили автобусы, то есть ехали в итоге только машины, а автобусы не пропустили на территорию Бучи. И люди, которые без машин, просились просто в машины. Мне муж говорит, что люди просто подбегали к пустым машинам и просились лишь бы выехать, те, у кого нету транспорта. И таким образом часть бучанців в перший день змогли виїхати. Дізнались за евакуацію як? Уже ті, хто з нами був у підвалі, вони пішли, хто пішов 8 березня, хто пішов через Ірпінь. Нам до Ірпіня теж недалеко йти, я так жила, що недалеко йти до Ірпіня. Тобто пішли. Пешком шли? Так, ми йшли пішки. Ми чули за евакуацію, в когось було радіо, що Верещук говорила, тому що зв'язку не було вже, і чули по радіо, що там евакуація. І ми просто пов'язали білі пов'язки і пішли. У нас було чоловік 200, багато дуже було людей. Уже, розумієте, всі, хто сидів, всі розуміли, що треба йти. Треба йти, тому що страшно. Стріляють ще більше. І я розуміла, що треба йти, адже якщо я не вийду, тут точно можна померти. Ми просто пов'язали білі пов'язки і пішли. Ми пішли в одну сторону, щоб йти через Ірпінь, по вулиці Яблонській. Вони стояли там, у нас є підприємство, таке база комплектації, вони там стояли. Вони нас не пропустили в ту сторону. Вийшли російські воєнні, їх було 3 чоловіка. Один був, я знаю, національності якут. Вони сказали зачекати, були рації, отака рація і така довга антенна, це що я запомнила. Вони сказали почекати, щось вони там переговорили, сказали, ми вас сюди не пустимо. Все, ми розвернулися, він сказав іти в ту сторону. Ми розвернулися і просто пішли в другу сторону вулиці. Через Стоянку, через Горінку, типу евакуація, ми пішли тудою. Коли ми ходили, коли ми йшли, а йти треба було по три людини, і щоб з правої сторони постійно. Або з тої справи йшли, або з цієї. Що я замітила, що характерно було, знаєте, в кожному дворі, коли ти йдеш, це у нас якби такий на Яблонській, такий мікрорайон, там і частні дома, і висотки стоять, отак от. І коли ми йшли, в кожному дворі я не бачила воріт. Я не могла зрозуміти, чому так. Ти от ідеш, і тут нема воріт, там нема воріт. І ти отак ідеш, Яблонська, вона дуже-дуже довга вулиця. Були обгорівші машини, там валялася одежа. І просто отак йшли, а вони, буває, їхали на танки туди-сюди. І кожен раз, коли вони проїжджали, нам треба було повернутися і стояти з руками піднятими. Дуже було важко усвідомити, що це так є. Я до останнього я не можу, це просто дуже важко емоційно. І ми просто йшли. Дійшли ми в кінець вулиці, і отак по вулиці ти йдеш, а воріт так і немає. У когось хата повністю там знесена, хтось згоріла, у когось півбудинку, часом там в кінці дитячий садок був приватний, просто кусок стіни немає.
І вони в кінці стояли. Вони стояли в цьому садочку, загнані танки були, на полі стояв танк, і там навіть сидів воєнний і дивився зверху, управляв, бо, ну, забула, як називається цією штукою. Ну, управляв оцім пушкою самою, яка на танку. Він просто дивився, щоб ніхто, мабуть, не їхав, адже їхали машини з Бучі. Вони їхали на Забуча, на Стоянку, на Горінку. І я просто йшла, і вже навіть у мене не було... Я просто, знаєте, я потихеньку радила, що я виходжу з цього району. Я потихеньку йшла і думаю, навіть якщо треба десь залишитись і ночувати, палить костер, тобто я знаю, що в мене є кусочок цього хліба, якого я вже останні тижні берегла, ну... І коли я перейшла дорогу, почали зупинятися машини, які їхали. Там бус якийсь маленький зупинився, люди самі виїжджають теж. І коли я проїжджала, зупинилась машина, і вони сказали, що є 2 вільних місця. І я сіла і поїхала. Я сказала з друзями, які ми йшли, кажу, я буду пробувати, я буду сідати, їхати. Ми сіли в авто і поїхали. Проїхали іще пости, от не можу пригадати, російських. Останній раз уже він говорили, що вони телефони теж перевіряють, сім-карти. Типу, ну, в мене телефон вже не працював, в мене був він виключений. І саме останній раз, коли проїжджали російський блокпост, він просто відкрив, подивився, хто сидить. Він подивився на всіх нас, адже в цій сім'ї ще сиділо там 2 чоловіка, 3 чоловік їхало спереді, а це така машина такої, типу каблук, Рено, такого плану. І він просто подивився на нас і закрив двері. Все, це останній був блокпост, і вже тоді ми в'їхали в Білогородку. І вже я коли побачила, що це вже наші солдати, білогородці вже були наші, наша сторона дуже диміла, там от дим був, Ірпінь, Буча, Гостомель, там все диміло, адже бої так і продовжувались там іти. І ми навіть виїжджали до Білогородки, чутно було зриви. Чутно було дуже, коли зривались. Ну, вони такі бої були. Все, люди мене просто ці довезли до Києва. Дорога наша зайняла години 4, так як раніше це хвилин 30 було, а так ми їхали 4 години. Вы ехали по Житомирской трассе или где? Ні, ми їхали через Стоянку, Горінку, там теж було все розбите. Там просто ти їдеш, що ти бачиш машина, там машина скинута, там машина згоріла, там ще щось кинуте. От так от. Ми їхали через Стоянку, Горінку. А вы видели трупы людей, сгоревшие дома, машины? Так, я бачила іноді будинки. Тобто там уже ближче до Білогородки, туди було, як би сказати, там уже було нормально, там не було такого, як у нас в Бучі тут. А вы когда сидели в Буче, вы понимали, что это только у вас вот так? Или думали, что это по всей Украине? Ви знаєте, я думала, що це по всій Україні. Коли я вийшла в Києві, я просто дивлюсь на це все, мене висадили на теремках, люди ходять, і, наприклад, я думала, що це все, нас захоплюють. Просто те, що прожила я, там, оці обстріли, коли ми лежали, навіть бувало таке, що ми просто всі 80 чоловік лягали на пол, просто тримали голову отак, от я з дитиною, і ми просто лежали тихенько, адже були такі обстріли шалені, що я думала, це все. От я тоді молилася і думала, це все, ми зараз просто помремо. І кожен раз, знаєте, коли я виїхала, тут ходять люди. Я дивлюсь, тут просто працюють магазини, тут є що поїсти. Адже там люди вже, які залишились, там всі були пенсіонери, мало хто залишився з моїх знайомих, там уже нікого не було. З моїх знайомих вони всі повиїжджали. Хто раніше, хто пізніше. Отак. Залишились просто пожилі люди, і у них не було чого їсти. Я просто споминаю останні дні, їх просто не було чого кушати. А тут все працює, якось робила. Я навіть прийшла в магазин, я купила хліб, це в першу чергу. Я не думала ніколи, ви знаєте, мої цінності зовсім змінились. Я вам писала, що я тепер ніколи, навіть подруга моя, куди я приїхала, вона, заспокойся, перестань доїдати, але я не можу, знаєте, я навіть не можу викидати тепер їжу. Після того, що я пережила, я просто
раніше так було, якщо я щось приготувала, там більше приготувала, я могла спокійно просто змахнути мусорку, помити посуд і все. Тепер я собі дала обіцянку, що я готую тільки скільки от моя сім'я трошки з'їдатиме. І хліб. Я просто після цього всього пережитого. Ми навіть зараз з дітьми, зараз ми знаходимося у Будапешті, і я зараз, коли ми живемо в такому районі, там, де літають літаки, ми пригинаємося. У мене чувство цього страха, і я дуже боюсь, що, знаєте, от десь щось там знов летить, і це так і залишилось. Навіть була така смішна історія, що ми гуляли у дворі, і чоловік вийшов із пилососом, з таким, знаєте, пилосос-паличка, пилососити на терасу диван із лози такий. А ми з старшою донькою подумали, що це автомат. І ми просто стали отак, от, знаєте, ми навіть подумали, що це автомат. Дуже важко вернутися в ці реалії. Загалом я думала, що взяли всю Україну. Я чомусь так думала, адже те, що творилось у нас на районі, я думала, це так повсюди. Как ты узнала о том, что можно эвакуироваться, или как вы решились на этот шаг? Мы все время пытались связываться с соседями, подтягивать какие-то новости. Потом, то есть нам говорили, зеленые коридоры есть. Потом там связался муж со своим другом, и нашу знакомую расстреляли в этих зеленых коридорах. Она лежала, ее забрали все-таки, она выжила, но она имела ранение. И мы очень сильно боялись. То есть мы знали, что зеленые коридоры не соблюдаются. То есть наши их просят, а русская армия их не соблюдает. И мы увидели 8 марта, нам сказали, что дали снова зеленый коридор, и мы увидели колонну, которая уходит вдоль, в дороге, и мы ее видели тоже с окна. И мы очень быстро собрались, сели в машину, повязали белые повязки. И, конечно же, мы спрятали там телефоны, мы поудаляли все фотографии, потому что, чтобы не вызывать каких-то подозрений. С нами был родственник, он айтишник, у него было 2 ноутбука, и он постоянно на ноутбуке открывал загруженные карты, смотрел, какой вариант у нас, как выехать, потому что мы не могли повернуть налево на Бучу, направо у нас Немешаево, и там тоже бои, и мы не знали, как нам вообще возможно проехать. Мы изучали карту по каким-то там, какие-то дороги, и получается, когда резко сказали, что давайте пробовать выезжать, что есть этот коридор, и вот двигаются машины, мы сели, быстро все сделали, подъехали к блокпосту, я же говорю, это 500 метров буквально от нас. И они достали всю нашу технику. Это русские, да? Да, они направили на нас оружие, начали нас полностью досматривать, выбрасывать вещи, опрашивать, смотреть документ, все. И они открыли ноутбук родственника, а у него была открыта карта. То есть они уничтожали всю технику. Они уничтожали, выбрасывали, у нас так дорога идет вдоль озера. Они уничтожали ее прямо автоматами и выбрасывали озеро. И когда они открыли ноутбук, а у него там карта, они направили на него оружие. Несколько человек, он безумно испугался, начали кричать, что разведчик. Они подумали, что он разведчик. Он молодой парень, ему там 21 год, он жутко испуганный. Во-первых, эти 2 ноутбука — это, в принципе, все, что у него есть. Его работа и 2 ноутбука. И они уничтожены, на него направляют оружие, как и на женщин, детей. У детей просто они едут с планшетами, со своими там мультиками, на них направляют оружие, забирают и при детях уничтожают технику. Дети боятся, у них не то что плач, это истерия. Моя собака, она трясется, я ее держу, нам безумно страшно. И нас развернули. Мы выехали, нас уничтожили технику, допросили нас, пересмотрели все вещи, связались по рации, сказали, что зеленый коридор ложный, там идут активные бои, и мы вас не пропускаем.
И у меня шок, потому что как это вы не пропускаете? Вы только что пропустили машины, там выпустите нас. Я им объясняла, что у нас нет воды, у нас нет еды почти, нам холодно, у нас, извините за подробности, у девочек идут эти дни, а у них ничего нет возможности соблюдать гигиену. И я умоляла их нас пропустить, они сказали: нет, разворот домой. Я говорю: мы сидим, у нас в доме 7-8 градусов, пошел снег, нам холодно, мы просто до костей промерзли, у нас нет возможности включить какой-то обогреватель, у меня уже судороги хватали по телу от холода. Они нас развернули, и вечером мы узнали уже и от наших знакомых, и из новостей, что эту колонну расстреляли. То есть они как-то вот эту часть дали зеленый коридор, именно русский блокпост, а нам не дали. И они нам сказали: тогда мы вас не пропустим, потому что вас там расстреляют. Мы вас пропустим, а дальше они пропустят. Они говорили так, как будто бы они не несут никакую ответственность за представителей, их, назовем, коллег, дальше. Они говорят: мы вас пропустим, а те не пропустят, они вас расстреляют. И, ты знаешь, покинуть дом — это одно, а выехать — это еще страшнее. Потому что когда мы проехали пост и увидели абсолютно разрушенную деревню, дома просто некоторых не было, там просто было черное пятно. Вся земля была, то, что было вот как поле ровное, вся земля была черная. Все в окопах, но это безумно страшно. И картина мрачная, зима еще, холодно, все серое. Дети боятся, они не понимают ничего, они не знают, как себя вести. И когда нас всех заставили выйти с машины, поднять руки, их обыскивали. Но детям не объяснишь, как нужно себя вести. Ровным счетом, как и собакам. Мы вернулись домой и еще сутки пробыли дома. Пока второй раз, на 9 число, снова позвонили нам соседи по рации, мы связались. У нас просто территория общая к озеру, и мы имеем с ними постоянную связь. И они сказали, что давайте выезжать, там вроде снова дали зеленый коридор, мы теперь будем, потому что в первый раз они не поехали с нами. Давайте будем двигаться вместе одной колонной. И мы снова быстро собрались, сели в машины и начали двигаться. Они за счет того, что у нас уже убрали всю технику, не уничтожили телефон мой и мужа по причине того, что мы нашли телефоны покойного дедушки, вставили туда карточки, и они уничтожили, получается, айфоны старые. И я этот телефон спрятала в белье. Все остальное, часы я прятала в сапоги, то есть все, что я могла, я смогла уберечь. И они нас пропустили. Мы ехали через деревню, и, это ужас. Вот дальше, мне кажется, что найти слова невозможно. То, что мы видели там, вот я честно скажу, у меня ступор. Я просто замолкаю, когда вижу эту картину перед глазами, и я не знаю, как ее описать, потому что слово «ужас» не подходит. Мы ехали, мало того, что половину деревни не существовало, дорог не было, лежали неразорванные снаряды, которые нам нужно было объезжать. Огромное количество людей, просто огромное, и разных национальностей, но колоритных национальностей, когда ты понимаешь, что вот стоит рыжий бородатый парень, он подходит, общается, стоят представители азиатских, национальностей, народов. Очень страшно, потому что ты не знаешь, как они поступят с тобой, что они будут делать дальше. И мы проезжаем по деревне разрушенной, просто уничтоженной. И во всех домах живут русские люди со стариками, которые не могли выехать. Мы выехали дальше, проехали деревню, ехали через
поворот на Немешаева и дальше вообще какими-то лесами. Люди начали выбегать, они увидели машины, начали выбегать, просто прыгать к нам на капоты, что заберите нас, пожалуйста. У нас все машины были забиты людьми, но мы забрали какую-то семью, детей, у них даже вещей не было, они вышли с пакетами, просто прозрачными пакетами, в которых были, я не знаю, что можно поместить в маленький пакет прозрачный, почти ничего. Они бежали на машины со слезами, ужасом. Мы их, посадили в машину, нам нужно было им было все равно куда, абсолютно без разницы, потому что все вокруг уничтожено. Все горит, все магазины разбиты, выбиты. Мы проезжаем колонной, там аккуратно уже блокпосты какие-то стоят, какие-то бутылки алкоголя разбиты. Армагеддон просто. И мы ехали дальше, нас начали вывозить волонтеры через поля, леса. Люди шли на велосипедах. Просто из сел велосипед, 2 пакетика, рюкзак, и он на велосипеде едет через лес и песок. И мы через этот лес долго ехали для того, чтобы как-то выехать на Житомирскую трассу. И когда мы выехали на Житомирскую трассу, это был самый большой ужас, который я когда-либо видела. Я никогда не видела такого в фильмах ужасов даже. Я вообще не могла представить. Вы не знали, что эта трасса усыпана трупами? Мы не знали ничего. Дымятся склады, огромная, просто огромная туча черная. Все горит. Лежат на дорогах трупы. Стоит сгоревшая машина, а в ней тела. Куча машин брошены, куча машин расстреляны, и все в стекле. Мы медленно ехали, километров, наверное, 20, просто пытались, как-то это объезжать. И мы вообще не знали, куда мы едем. Потому что, проезжать через 5 метров, вокруг просто все усыпано людьми. Наши дети, которые сидели, у них, была такая истерия, что, мы не знали, мы закрывали им глаза. Потому что я ехала, у меня так сжималось все внутри, что я думала, что, у меня сейчас остановится сердце. Я никогда в жизни не могла подумать, что я могу увидеть, как горят машины, в которых сидят люди. Просто или сгоревшие, или... Меня больше всего поразило, когда мы немножко проехали, был такой участок, который прям, весь был, весь в такой картине. И немножко дальше уже просто стояли разрушенные танки, какие-то машины заброшенные. И знаешь, как у нас идут трассы, и вдоль трасс дома, и старики на лавочке выходят посидеть. И мы проехали, и я просто увидела, как сидит бабушка с дедушкой на лавочке и смотрят на эту картину. Я понимаю, что они уже, наверное, полностью попрощались с жизнью. Мы прощались с жизнью в подвале каждый раз, когда в нас летели ракеты. Каждый раз, когда нас расстреливали, с пулеметчика за бортом расстреляли, когда в танк нас стрелял, когда прилетали ракеты, разрушали дом, мы каждый раз обнимались, прощались, и это ужасно. То есть мы были готовы абсолютно к смерти. Мы уже умерли раз 5 в своей голове. Но когда я увидела глаза этих бабушек и дедушек, они были не то, что уже спокойные, у них уже было полностью принятие. Они просто сидели на трассе и смотрели на все происходящее, как будто бы их уже нет в живых, знаешь. И меня разрывало. Я не могла остановить слезы, наверное, 3 дня. А что за зверство? О чем рассказывают люди? Есть переезд. В общем, один из первых пунктов был блокпостов россиян был на переезде. Люди пытались выехать из Бучи, еще не было зеленых коридоров, но уже была оккупация. Они пытались выехать из Бучи, их остановили на блокпосту, и сказали, что нет, мы вас не пропустим, возвращайтесь назад. В машине был ребенок.
они это прекрасно видели. Они развернули машину и начали по ней стрелять. Ребенок ранен. Я не знаю, я больше информации об этом ребенке не слышала. В больницах у нас лежала девочка, я думаю, тоже эти объявления можно найти, когда шел сбор. В больнице лежала девочка, у нее оторвало руку. Пытались выехать с Гастомеля. Она и родители отца застрелили на месте, он умер прямо в машине. Девочке в руку попало 2 пули. Они с мамой бежали, прятались где-то, и только через долгое время они смогли дойти в больницу Бучанскую, как-то там пробраться. Девочке пришлось ампутировать руку. Это, по-моему, та, которая 7 лет. Другая девочка оказалась с головой разбитой. Ей сделали одну операцию, потом нужно было делать еще одну операцию. У нее остался только отец, брат и мама погибли в результате бомбежки. Ты когда выезжала, чтобы эвакуироваться, ты видела сожженную российскую технику, либо трупы российских солдат? Да, я видела. Сожженная русская техника стоит 2, я не разбираюсь, БТР или бронетранспортер, но один стоит по улице Вокзальная на пересечении с улицей Институтская. Он стоял там, наверное, где-то с 3-го дня, когда колонна шла. Второй стоял там же на улице Вокзальной, ближе к Новусу, тоже сожженный. И когда мы ездили развозить гуманитарку на другую сторону через железную дорогу, там тоже целая улица в танках, и там есть тела, но там невозможно проехать, поэтому мы всегда объезжали эту улицу. То есть нам нужно было ехать по параллельной, чтобы туда проехать. И, естественно, нету желания вглядываться, лежат там обгоревшие тела или не лежат, но вот это вот все месиво из сгорелых танков в огромном количестве, и среди них сгорелые тела, да, там можно видеть. Более того, у нас была ситуация, когда мы на день, наверное, 4-й выехали из дома, когда мы уже волонтерили первые дни или 5-й день, не помню какой. Мы поехали к моей подружке, просто узнать, живы ли они. У нее муж полицейский, он патрулировал, и мы как-то, узнать, да, у нее 6-месячный ребенок, 3-годичный ребенок, мы решили просто по дороге заехать к ней домой и узнать, тем более, что у нас как раз в тот период опять-таки не было света 2 дня, а у нее еще был. В общем, мы заехали, и когда выезжали назад, начало что-то бомбить. И мы как раз-таки, когда проезжали вот возле Бучанского переезда, что-то упало прямо близко возле нас, так бух. И потом на следующий день я увидела фотографию, и там тоже могу выслать, и там такая фотография, глубина, наверное, до метра. Я не знаю, бомба это, ракета, я не знаю, просто вот, наверное, в метрах 20 этого места, где мы как раз проезжали. А как думаете, они могли не знать, что стреляют в мирных людей? Ні, я думаю, вони знали це. Як це? Вони це знали. Це так, як зразу нас говорили, що вони їдуть на учення. Ні, я думаю, вони прекрасно це все знали. Вони знали, куди вони їдуть. Їм все одно. І так, як я дивлюся, знаєте, от що пишуть. Я як зайшла, просто інстаграму не було, я потім зайшла, мені кума говорить, слухай, не читай, просто не треба. Тому що все, от просто від коментарів, там пишуть жінки, в кого дитина така, як у мене 5 років, вони пишуть, ой, слава Росії, націоналістів убіть. Яких націоналістів? Ми живемо в своїй країні, яких націоналістів? Просто жесть. Я була одній написала, вони просто ненавиджу, все отут болить, і я дуже сподіваюся, що мы переможем, и все будет гаразд. А когда ты увидела видео после освобождения Бучи, ты понимала, что настолько все плохо? Мне казалось, что, наверное, не будет таких зверств. То есть мне казалось, что все-таки люди не способны именно на... Вы же видели фотографии, да, там, где у девочек на спине свастики выцарапаны. То есть мне казалось, что это слишком.
но все равно, какой бы ужас не был изображен на фотографии, это не передает то, что ты видишь вживую. И один диалог с ребенком 14 лет, который пришел в мэрию сказать о том, что он спаковал русского солдата в пакет, потому что хотел помочь, это как посмотреть сотню таких фотографий. Ну, то есть это просто... Вот вы представляете, что приходит человек, 14 лет, он говорит, я там хотел помочь нам, там трупы валялись, я их собрал в пакет. 14 лет. 14 лет. И просто это настолько разные вообще миры, в которых ты находишься, когда ты находишься там и когда ты выезжаешь, что тебя ничего не может так впечатлить, как то, что ты пережил там. Я когда выехала в Киев, я офигела. Я честно говорю, я такая, в смысле работают магазины? В смысле можно ходить по улице? То есть мне казалось, что этот апокалипсис, он везде. Мне казалось, что у всех сейчас такое. Я не понимала, почему у меня так часто спрашивают, жива ли я. Я все говорила, что вы нас хороните? Ну, мне почему-то казалось, что это какая-то такая везде ситуация. Я когда приехала в Киев, я поняла, почему меня, например, в Инстаграме не так понимали, когда я говорила о том, что нас бомбят. Потому что, конечно, это страшные вещи, те, которые случились в Киеве, но там то есть это вообще несравнимо. То есть там люди гуляли по парку. И я когда увидела, что люди гуляют по парку, когда мы заехали в магазин, я говорю, в магазине можно купить за деньги, я такая... В смысле? И поэтому ничто не может передать то состояние, никакие фотографии в сравнении с тем, что ты пережил, правда. Когда ты находишься там, вот я думала, например, если бы у меня был шанс убить русского солдата, я бы это сделала или нет? Я могу со 100% уверенностью сказать, что я бы прямо в голову, смотря в глаза, могла бы выстрелить ему в голову. Правда. Вот вообще. И я вот сидела и думала, а если это отец 3 детей? А если это чей-то сын 20 лет? А если он будет кричать, что он этого не хотел? А если он будет молить меня? Нет, я все равно выстрелю ему в голову. Потому что, смотрите, я работаю с детьми. И я работаю с возрастной категорией от 2 до 8 лет. Я каждый день работаю с детьми. И я только при мысли, что кто-то из этих маленьких моих учеников мог попасть под обстрел, то есть вот там умирали дети, и я думаю, может, это кто-то из моих маленьких учеников, и только при этой одной мысли меня начинало трусить, потому что ты не знаешь, кто сгорел в какой машине. Ты же не знаешь. Ты знаешь, что это 4-летний, 5-летний ребенок. Ты не знаешь, кто это. И я понимала для себя, что абсолютно каждый российский солдат, который ступил на нашу землю, готов был он, не готов, хотел он, не хотел, это причина смертей украинских детей, матерей, это разрушенные семьи, это поломанные судьбы. Я бы без зазрения совести выстрелила в голову, смотря прямо в глаза, правда. Еще, когда находишься там, разрывает от бессилия, что ты толком ничего не можешь сделать. То есть тебе кажется, что доставить кому-то гречку или воды — это недостаточно. Тебе хочется уничтожить в ответ, и ты понимаешь, ты прокручиваешь у себя в голове, а как я это могу сделать, а если бы у меня был шанс, как бы я это сделала. И ты думаешь, ну вот, например, я могу выстрелить, но если выстрелю, будет понятно, откуда выстрел. Тогда в ответ будут стрелять больше, и погибнет больше людей. А может, туда начнут бомбить, и тогда вообще погибнет еще больше людей. А если бы я могла словить кого-то, например, в лесу, как бы я его голыми руками там душила? Мне бы надо, то есть это мысли, которые тебе туда приходят, то есть как бы мне надо было выждать, со спины напасть, или это подло, или в такой ситуации не бывает подлых. И у каждой женщины, конечно же, были мысли о том, а что если придут насиловать? Вот правда. И
мы потом разговаривали друг с другом. И, например, моя подруга говорила, что я всегда думала о том, что если бы меня убило, то пусть бы убила сразу, чтобы я не мучилась, и не на глазах у детей. А вот другая подруга, она говорила о том, что если бы меня пришли насиловать, то я бы попросила, чтобы меня сначала убили, а потом насиловали. Вот у меня есть золотая цепочка, я бы ее попросила в обмен на то, чтобы меня сначала убили, а потом насиловали. А я думала о том, что если бы меня пришли убивать и насиловать, вот как мне психологически нужно было бы себя вести, чтобы, например, человека, чтобы он расслабился и потерял бдительность, да, вот что я должна была делать. Я думала, а могла бы я проявить какую-то, например, нежность, чтобы человеку показалось, что нелюдю показалось, что я там, не знаю, в какой-то мере к этому готова, да. А если бы он потерял бдительность, то как бы я его убивала, что бы я делала? А могло бы быть такое, чтобы он действительно остался со мной 1 на 1, чтобы у меня это получилось? Или все-таки на нас бы кто-то смотрел? То есть и это мысли, которые у тебя появляются в голове из дня в день. И когда мне позвонила моя коллега и рассказала про то, что она тоже учитель, одну из ее учениц чуть не оставили на блокпосту, потому что они сказали, она еще говорит, это были буряты, потому что глаза раскосые. Она говорит, ее маме просто сказали, оставляй девочку и можешь ехать дальше. И мама просто на коленях вымаливала. Она говорит, слава богу, ребенка опустили, но просто представь себе эту ситуацию. У тебя есть какие-то фото, видео, доказательства, что насиловали русские солдаты, а не наши? И убивали тоже русские? У меня есть скриншоты переписок, 2 скриншота, где говорят о том, что русские находятся вот там-то, там-то. У меня есть мне лично знакомые люди, у которых убили близких родственников. У меня есть множество фото и видео, опубликованных прямо в момент, когда это все происходило. То есть у меня в Инстаграме есть в хайлайтсах закрепленных Війна-1 и Війна-2, и я там все рассказывала, что происходит вот в режиме реального времени до того момента, пока у нас была связь, и выставляла посты. Конечно, ты не станешь фотографировать, если ты видишь русского солдата, потому что когда идет речь о жизни, то ты не станешь доставать телефон. Но какие-то, да, снимки у меня есть. Но я же тебе говорю, что я не хочу ничего доказывать. То есть зачем? Я хочу, чтобы их закрыли, и чтобы мы с ними больше ничего общего не имели. Все, это мое личное. Я готова прервать все свои отношения с любыми людьми, которые находятся на территории Российской Федерации. Все. Вот эти кадры, которые ты увидела из Бучи, сейчас уже Гостомель, Бородянка, они тебя не удивили? Ты это все видела вживую? Или ты не понимала масштаб того, что случилось? Я это все увидела вживую, только не в самой Буче, а при выезде из Бучи в Немешаево и по Житомирской трассе. Когда я увидела эти фотографии, плюс у меня уже появилась связь, я позвонила своей подруге, которая живет в Буче, и она сказала, что мы не можем найти родителей, их взяли в плен. Потом мы позвонили другим людям. То есть мы начали обзванивать всех, кого мы знаем в Буче. Сказали, что 2 парня под видом соседей, 2 девчонки сняли квартиру не в Киеве, а в Буче. То есть им это было дешевле, и они сняли квартиру, они не знали еще, скажем, всех соседей, и они недостаточно были проинформированы, что вообще здесь происходит. Они еще не прижились, скажем, в городке. И им постучали в дверь, сказали, что соседи попросили у них что-то там с еды. Я просто не помню, что именно. И они открыли, и это были в гражданской одежде солдаты. И они их изнасиловали, забрали все украшения. Девочки сбежали. То есть они сбежали пешком. Просто, родители моей подруги, которые были в плену, мы с ней до сих пор держим связь и постоянно созваниваемся. Родителей отпустили через какой-то период времени, но мама сошла с ума. И они не знают, что с ней делать, потому что она не в стрессе, она сошла с ума. А
девочки могут подтвердить, что это были русские солдаты, а не как в России говорят, что да это же ваши насилуют? Ты же знаешь, что такое русская речь? Ты же знаешь, человек, который живет в России, они слышат почему-то русскую речь от украинцев. Они говорят, ну, это ты, они говорят, или Белгород, или там Ростов, вот такой акцент. Но невозможно перепутать, у нас так люди не разговаривают. Это единственный индикатор их, вот, который они понимали, это во-первых. Во-вторых, на сегодняшний день я не знаю ни одного случая среди своих знакомых и даже там, среди проверенных источников, чтобы наши ребята занимались такими вещами. Я могу поверить в кражи, я могу поверить там, в другие неприятные вещи. И, конечно, есть хорошие и плохие люди, и кто-то там тоже наживается. Но это жуткий беспредел, и я этого не слышала и не видела со стороны наших людей. Наши, конечно, ведут себя очень, очень правильно, и мне нравится, что наш народ так объединился. А что говорила знакомая, у которой мама сошла с ума? Что она такого увидела? Отец не разговаривает до конца открыто. Он находится тоже в шоковом состоянии. Я знаю, что их держали без еды, давали редко воду. Их допрашивали, отца били. Не избивали там до смерти, но били. Это все было на глазах у матери. Я не могу дать точные подробности, вот все, что она мне сказала. Как вы думаете, почему после увиденных кадров с Бучи, Гостомеля, Бородянки российские журналисты говорят о том, что это фейк, что на самом деле не было трупов на дорогах, что это сделала украинская власть? Но у них же вся вообще жизнь построена на обмане, у них же все в обмане. Ну как сейчас признать то, что они это сделали? Они же хотят таким образом своему народу, они хотят просто вызвать агрессию у своих людей и доказать, что это мы во всем виноваты, и все это мы делаем для того, чтобы обмануть своих людей. Вот и все. А люди вместо того, чтобы проверить информацию, верят просто своей прессе и все. Я не знаю, насколько надо быть недалеким, просто логически подумать, поискать еще информацию, напрячься где-то в других источниках. Они делают это для того, чтобы обманывать, вот и все. Потому что это и будет подтверждение того, что они агрессоры, что они агрессивны, что они не люди. Вы общались с таким количеством российских солдат. Как думаете, правда ли то, что они действительно не знали, куда ехать, они ехали на учения? Вот эти все видео с пленными, которые не знали, куда они едут. Я так скажу, сначала даже я верила, честно, потому что они делали такие глаза но потом я поняла, что это все вранье. Потому что все они говорили вот такую информацию, что меня очень сильно зацепило. У каждого из них жена украинка. И у каждого из них здесь родственники. Вот это меня сильно насторожило. Как это? У всех русских жена украинка и родственника, и у всех была легенда одна и та же. Мы не знали, мы были на учениях. Мы сейчас приехали вас спасать. И у каждого из них была жена украинка. Это повторялось у всех. Думаете, что им дали инструкцию, да? Я уверена, что сейчас уже, я уверена, потому что сейчас уже, когда я проанализировала все, когда уже я попала туда, где ни бомб, ничего, тогда у меня был стресс, я действительно верила, думаю, господи, приезжали, у них жены украинки, и они, видно, им заморочили голову и все такое, мне даже их где-то было жалко. А теперь я проанализировала это все. Если бы у меня муж был бы, например, если я мужчина и у меня жена украинка, почему бы я пошел на Украину? Это как минимум. Как это? И у всех украинки? Вот это и выдало их.
Я уверена, я- что это одна и та же информация, которая им сказали, что говорить. А скажите, какие там были лица? Все русской национальности или вы тоже видели? Нет? Там были, основная масса это русские были. Были эти, как, господи, Буряты? кадыровцы. И были бурятской национальности, вот буряты были. А кадыровцы, вы поняли, потому что Кадыровцы тоже поняли, были. потому А как у них лица такие более грубоватые, они такие длинные, но они не были, то есть они были без бород, побритые. Но это ребята помоложе. Те, которые постарше, у них были борода. возраст тоже у всех разный. Мы спрашивали возраст у них, там были и 18-летние ребята. Кстати, все, которые помоложе, там 18, 20, 25, они какие-то были такие более-менее. Они сами были, как, по глазам было видно, немножко даже напуганы, я бы сказала, как будто они ничего не видели. А те, которые были лет 30, старше, 45, они себя вели, как будто они уже не первый раз в этом всем, и даже они проговаривали это: мы уже 3 войны прошли, мы уже и награбили, мы и насиловали, и грабили. Они даже не стеснялись это говорить. Я просто думала, может быть, они таким образом меня пугают, но теперь, я не знаю, просто чисто Бог сберег, и мы молились каждый день, и не могу себе даже представить, что могло бы с нами быть. Для того, чтобы человеку поверить в спецоперацию, я не знаю, что надо. Я не знаю, какие доказательства нужны для того, чтобы поверить, что нас здесь убивают. Я не знаю, сколько еще нужно им, прямые эфиры им нужно вести, лив-трансляции с геолокациями для того, чтобы они понимали, где это реально происходит. Я не знаю, как можно еще доказать, если есть независимые СМИ, которые приезжают, если есть смерти среди прессы, которые должны освещать эту всю информацию, которые как бы показывают независимые, опять же, что это не Украина, это не какая-то, не Россия, опять же, то есть нету выгодной стороны, скажем так. Я не знаю, как можно не верить и не верить тому, что говорит весь мир, а верить только тому, что говорит твой телевизор. Я этого не понимаю. Во время, когда у нас есть доступ, как ко всему, в принципе. У нас есть доступ к любой информации. Просто вводи ее не на русском языке. Нечего больше сказать, в принципе. Это мне непонятно. Если меня интересует какой-то вопрос, где есть 2 заинтересованные стороны, можно загуглить на английском языке СМИ с разных стран и почитать французские СМИ, почитать страна, которая не заинтересована в принципе ни в победе, ни в проигрыше ни одной, ни другой страны. И поинтересоваться, что же пишут там. Возможно, если весь мир трубит, что в Украине война, которую начали русские, которые пришли на нашу землю, которые забирают и убивают моих друзей, моих знакомых, моих граждан моей страны, которые пришли, опять же, в мой дом. Какая спецоперация? О чем? О чем вы? Нас не нужно было спасать. Мы жили отлично. Я на 8-м месяце беременности планировала, куда поставить коляску, какую коляску купить и куда поставить кровать для ребенка. А не сидеть в другой стране, без мужа, без поддержки, не зная, что будет завтра. Я понимаю, что моя жизнь на данный момент сломана. Я понимаю, что я и многие другие остались в конце февраля, скажем так, частично без работы. Потому что добраться до работы я не могла. И даже если бы хотела, и могла бы физически.
Инфраструктура разрушена. Как нам дальше жить? Я не знаю. Я хочу домой. А мне не дают вернуться домой. Потому что там опасно. Потому что я могу приехать домой и быть убита. Я отак от була підписана в інстаграмі на багатьох там, знаєте, зірок якихось, дивилась там приколи різні. Я дуже поміняла думку. Я подивилася, от знаєте, в першу чергу там всі Самойлову дивляться. Я просто подивилася, і як вони реагують на це. Я не можу повірити. У мене мурашки по шкірі, мені дуже, дуже болить, що вони просто думають, що це все муляжі. Це до такої, як вам сказати, ти дивишся, і вони живуть обичним життям, все класно, там вони з дітьми катаються, а тут страх, тут просто що твориться в Бучі, ці обстріли. І це зовсім дві такі паралелі. От я у вас дивилася, як Боня розказує, що русських жінок ущемляють, вона просто не розуміє, до якої, наскільки це все серйозно, люди просто вмирають, жінок гвалтують, дітей вбивають, а вони просто думають про сумки. Моя думка особисто така, що, може, і знають половину, вони просто цього не хочуть говорити, вони просто не признають. Вони це розуміють, вони знають, але вони мовчать, адже це їх заробіток. Дуже, дуже якось, як вам сказати, дуже болить всередині отут. Коли я читала, я коли вийшла із цього бомбоубіжища, приїхала. Почекай хвилинку. Мам, я хочу їсти. Почекай хвилинку, я зараз. Я дуже хочу. Вибачте, будь ласка, зараз. Забери. Соль, прошу тебе. Я розумію, що вони або боти просто якісь, так не розуміють усіх цих реалій війни, знімають і далі сторіс. Мені дуже важко. Я поражаюсь количеству людей, которые написала мне гадости, которые или не верили, или наоборот, там, так вам и надо. Там, то есть им нравилось, что с нами это произошло. Или были те, которые писали, что вы так кучеряво живете, что так вам и надо, что немножко опуститься. А я считаю, что не имеет значения, как живет человек. И не имеет значения, кто пострадал больше. Люди переживают каждый свое горе, одинаково. Нет ни одного человека, которого можно сказать, что ее не надо жалеть или его не надо жалеть. Там, эти вообще выехали на машине, что ты там паришься. Нет, эта война, она уничтожает всех. Бо якби вони признали, що це не актори, якби вони согласились з тим, то вони, виходить, согласяться з тим, що вони теж причасні до цього вбивства. А яка людина зможе це видержати? Тобто, розумієте, коли я читала, я попала на коментарі такі, в мене їх на сторінці нема, і, слава Богу, і взагалі ні одного негативного коментаря я досі в себе не читала. Але я читала в інших, і там пишуть, що це актори. І мені єдине хочеться сказати, звернутися до кожного, хто писав подібні слова. Окей, я буду саме перша, і я буду голосніше всіх кричати, що це актори. Тільки приведіть маму. От за руку візьми, приведи до мене. І я буду голосніше всіх кричати, що це все підстава і це все розіграно для ЗМІ. Я по-іншому, я навіть не знаю, я ні з ким із них не сварилася. Тобто я не вступала в якісь полеміки чи виливала на них свою агресію, того що я рахую, що це безпідставно. Типу, ти розрядку якусь отримаєш від того, але ти їм нічого не докажеш. Мені здається, якщо б їх закрити десь в одному приміщенні, то вони поз'їдають один одного. Вони з цим виросли, вони в цьому живуть. И давати, щоб вони доїли ще тебе, Вы сделали фонд, чтобы помогать людям, которые пострадали от войны. Можете рассказать подробнее, чтобы мои подписчики и их знакомые могли помогать? Виходить, коли я вдруге дізналася, що мама померла, я просто лягла
я вже це розповідала, що в мене не було сил щось робити взагалі, і не було завтра. І в мене було таке відчуття, наче мені зламали все, і я подумала про те, що якщо мені в 26 років так тяжко від того, що в мене забрали маму, то як себе почувають діти, які не тільки втратили батьків, а які бачили це все на власні очі, і які залишились зараз, рахуйте, без нікого. І ви знаєте, зараз я нічого не хочу сказати. Я і сама участвувала в благотворительних фондах і в зборах на військових і на тварин. Але я доки не зустрічала, щоб хтось організував допомогу саме для діток, які втратили батьків. Тому я рахую, що зараз цей фонд, він не буде направлений на гуманітарну допомогу чи по типу відновлення житла. Того, що коли ти відчуваєш втрату батьків, тебе нема бажання поїсти, чи вдягнутися, чи десь лягти, того, що ти цього всього не відчуваєш, твоє тіло цього не відчуває. Єдине, що тобі треба, це якась опора. І создавши цей фонд, я вирішила стати опорою для цих дітей. Хоча б фінансовою, але опорою. І ці фінанси, вони будуть направлені на те, щоб дати дитині психологічну опору та стабільність. Не відновити того, що вона вже, мені здається, що вона вже зруйнована, а саме дати нове життя. І ми зараз, я знайшла людей, які допомагають мені зробити сайт. Я знайшла людей, які допомагають мені збирати кошти та з документацією, щоб юридично це все підтвердити потім. Також ми з моїми партнери являються благодійною спілкою. Благодійна спілка зараз займається в Києві психологічною підтримкою діток та дорослих. Ми з ними створили чат-бот, де опікуни або представники цих дітей, що постраждали, вони можуть звернутися в цей чат-бот, написати історію цієї дитини, щоб ми змогли їм допомогти. Ссылку на чат-бот и на сайт мы оставим в описании под этим видео. И я продублирую у себя еще в Телеграме и в Инстаграме, чтобы люди могли помочь. Долго оттягивала этот момент, но в итоге пришлось создать Patreon. Если вы находитесь не в Украине, если вы работаете и готовы стать спонсором канала, я вам буду очень благодарна. Я хочу и дальше продолжать создавать для вас качественные ролики, которые требуют не только временного, но и финансового ресурса. Ссылку на мой Patreon ищите в описании под этим видео.